Итак, друзья мои, мы здесь. Я когда увидел, что занимают свои места уже участники дебатов, я решил, что я выйду к вам, жду Андрея с минуты на минуту, он появится сейчас. Ам, Сейчас уходят со сцены, как вы видите, журналисты, и сейчас будет несколько минут, наверное, молчания. Что вам сказать? Дебаты должны начаться ровно в 9 часов по нашему времени. Всем огромный привет. Ну, смотрите, выходит Марта Маккаллум, похоже, на сцену. Да, вот видите, Боргом, кандидат из Вайоминга, решил, видимо, переиграть Вивека Рамасвами, игравшего в теннис недавно, и пошел играть в баскетбол. Сегодня порвал ахиллесово сухожилие, он на тренированных стилях. Сейчас немножко далеко. Мне кажется, что он, наверное, где-то должен быть левее. Я не вижу лиц. Экран у меня меньше, чем у вас. Минуты остались. Сейчас появится главный герой сегодняшнего вечера, профессор Знаменский из университета Мемфис, Теннесси, наш друг по средам и во все остальные дни года на ближайшие 120 лет. Собрались все. Брэд Хьюм, очень заслуженный комментатор, давний комментатор на Fox News, известная фигура на телевидении, человек, на мой взгляд, профессиональный, не лишенный политических, как говорится, завихрений, но поскольку нет Трампа, то согнали всех лучших фоксистов туда, всех участников, всех тех, кто работает на Фоксе, и те, кто постоянно ведут, такие как вот здесь представитель Каролайны, Южной, как, господи, эм, Северной Каролины, Трей Гауди. Пока они готовят и комментируют, ну, я на всякий случай включил субтитры. Я не знаю, что вы разглядите, но они здесь играют на английском языке, потому что где-то я должен уйти в комментарии, не смогу переводить важные вещи. И мы будем, конечно, с профессором Знаменским останавливаться, когда будет реклама. По возможности. Будет не очень, может быть, аккуратно, но мы будем рассказывать свое мнение, свои впечатления тогда, когда будет идти реклама. Будем выключать звук основной. И что еще хочу сказать, дорогие друзья. Я знаю, что вы не убежите сейчас от нас. Я надеюсь, вернее, что вы не убежите сейчас от нас, если я скажу, что в 8:55 должен был быть поставлен файл с интервью президента Трампа, естественно, за 5 минут, естественно, с опережением, в 5 минут до официального начала этого фоксовского карнавала кандидатов, Трамп решил наносит, вернее, прямо сейчас начинает наносить упредительный удар и выводить вперед свою, так сказать, концепцию, свое видение, свою команду. Ждем Андрея. Ну, пока я всех тут поприветствую. Здравствуйте. Ну, вот обещал. Смотрите, хочу узнать, звук вы слышите. Звук сейчас не громкий. Я его добавлю, вы мне скажете. Я пока тонкие отстройки сделаю здесь. Стало громче, нет? Есть такое дело? Да, без 5 Трамп с Такером. Уже они начали, уже они 2 минуты как разговаривают, но мы с вами, пойдем туда, когда, или мы почувствуем, что здесь все как бы уже, дело решенное, и уже здесь как бы делать нечего. Я думаю, что они будут все-таки дольше, чем 1 час здесь вести свои разбирательства. Я не знаю, какой длины программа у Трампа с Такером. Дайте я сейчас попробую узнать это на Твиттере. Твиттер выставляет этот файл, и мы будем в курсе вообще всего. Вообще всего. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Профессор должен быть уже здесь. Я ему звонил 5 минут тому назад. И Фокс должен будет молчать по поводу того, что скажет Трамп. 46 минут программа Такера с Дональдом Трампом, и мы готовы ее показать как только, так сразу.
Попробуем усидеть на двух стульях, попробуем догнать, двух, быстроногих джейранов, эти 2 программы. Ам, Такие наши годы, правильно? Успеем догнать. Фокс изгаляется, огромный продакшн. Вы видите, что, построено, все украшено. Это павильон в городе Милуоки, Висконсин. Город, кто-то был недавно в нем и сказали, что очаровательный город. Я знаю, что, некоторые люди, там жили в ходе своей иммиграции. Моя родня там жила. Так. Приветствую. Приветствую, приветствую. Все слышно, видно? Нас слышат, мы уже в эфире, Андрей. Отлично. Я рад присоединиться к тебе, Да, конечно, мы тебя ждали. дорогим зрителям, слушателям. Сегодня среда, но мы выходим раньше, поскольку есть повод такой у нас, большой причем Ну повод. да, здорово спела девушка сейчас. Нам показали уже все закулисы, пока они тебя тут ждали. Ну, сейчас можно начинать, профессор в студии. Ну, отлично, отлично. Я знаешь, о чем подумал Да. сейчас? Трамп, между прочим, он понимает, что вот эти дебаты, первичные дебаты, это ведь не только люди, которые выбирают из тех 9 человек, сейчас 8 человек, которые там Мгм. будут. А это же все-таки медийный спектакль, будем так говорить. Ну, Вот. конечно. Это очень важно. Знаешь, почему это важно? Потому что от того, какая картинка будет сегодня, Это дрон зависит... летает, между прочим. Вот его видно сейчас на общем плане. Да, ну что ж, неплохо, неплохо. Ты Да. понимаешь, вот то, что он на это же самое время назначил свое интервью с Такером На Карлсоном, 5 это минут очень... раньше уже это вышло, на 5 минут раньше уже это идет. Да, 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 это ведь стратегический ход большой. Я вот об этом говорю. Это не просто о людях, о кандидатах, это еще медийный спектакль. И Трамп, будучи медийным человеком, он же понимает это хорошо. То есть он перебивает, по сути дела, повестку дня. Я такого еще не встречал. Это очень хороший ход, между прочим, Если он стратегический. знает, где и во сколько должен появиться противник, почему не появиться раньше? Конечно, конечно. Ведь это упреждающий удар. Даже несмотря на то, что все эти вот люди, которые сегодня приходят, за исключением, может быть, Криса Кристи там, это, в общем-то, его, ну, друзья, единомышленники, даже не близкие, но по идеологии. Тем не менее, он же все-таки борется за влияние с ними, это нельзя упускать. И поэтому то, что он делает, это здорово, я считаю. Вот те, особенно кто ему симпатизирует, Ну, должны там быть очень рады. немного людей, которых он считает своими единомышленниками, должен тебе сказать. Он выступил, я видел анонс к передаче Такера, Мгм. и вот той, которая сейчас уже идет, повторюсь, и мы с тобой должны решить, в какой момент мы перейдем на ту программу. У меня все готово. Она в записи, поэтому там нет такого, что вот сейчас это мы сейчас смотрим живьем. А то, что у Такера происходит с Дональдом Трампом, ведь будет в записи, поэтому можно там останавливать в любой момент, в любую сторону перематывать и так далее. Друзья, Мгм. есть какие-то пожелания по поводу звука? Я прижимаю, поднимаю. Официальный канал ВАТ, окей. Я же должен еще следить за этими, как их называют, этими троллями. Ну, не, да тролль это нормально. Слушай, надо же... Пригожин умер, но дело его живет. Троллики Юра, ходят. почему ты боишься? Я не понимаю. Да вообще такой проблемы не должно стать. Я не понимаю. У меня, например, троллей примерно четверть приходит. Они меня ненавидят. Ну, единственное, я убирал там, ну, 2 раза матом ругались. А во всем остальном
Пускай опускает. Это же чем больше троллит, тем больше предает, понимаешь? Когда пишет какой-то Ну, комментарий, хорошо. даже, ну, уничижительный там все, это же все в пользу, ты понимаешь? Ну, видишь, человек Это на себя назвал Вата Official Channel. Что с ним делать после этого? Итак, это та ничего самая... не надо. Все на всех приветствовать и всех приветствуем всех троллей. Угу. Я приветствую Юриных троллей, приветствую Ну, своих. У сейчас меня, их я говорю, нет, на сейчас их нет. канале их четверть где-то там. Сейчас все нормально, сейчас все свои, вроде бы. Да ничего, это не Итак, надо. губернатор Флориды Рон де Сантис. Так, хорошо. Сияет век Рамасвами, следующий кандидат на роль партнера Барби, я думаю, в следующем Да, вот фильме. я это, ну, этого я не люблю Мастер, человека. любитель публики, любимец публики. Да. И Ой, вот этот вот Ники Хелли, человек. любительница Ага. публики. Это, значит, у нас Тим Скотт, Мгм. Эйса Хатчинсон. И это Дан Борган, тот человек, который сломал ногу, играя в баскетбол, пытаясь, видимо, состязаться. С какой кстати он бы попер на корт баскетбольный. Ну что ж, бывает такое. Ну что, собралось у нас сколько? У нас 8 или 9? Да, у Потому что нас 8 предварительно. человек. Те, у кого самый высокий рейтинг, стоят в середине. Если они будут сейчас делать свои вступительные слова, если кого-то будет что-то касаться, у человека будет 30 секунд ответить, если кто-то на кого-то там, в общем, пустит собак. Хм. А этого должно быть достаточно. Там сколько у нас сейчас? 9 или 8? Потому что первоначально должно Сейчас, было быть 9. ты знаешь, у нас сейчас 9:04 по восточному времени. Нет, я имею в виду кандидатов, ты меня неправильно понял. По-моему, 8. 8. 8, хорошо. Мгм. Первый вопрос. С Байденомикой, с экономикой Байдена. Была Рейгономикс, Байден решил украсть у Рейгана это дело и назвал ее Байденомикс. Работает ли она? Ну, о чем речь идет? Я уже об этом 10 раз говорил. У нас официальная инфляция, официально, я повторяю, 8%. Мы А потеряли картинку с а тобой, окей? неофициально, если смотреть цены на товары, на такие, как то продукты, там, бензин, все прочее, она там между 10 и 15% зашкаливает, понимаешь? Инфляция ужасная. Люди, которые хотят купить дом, не могут себе позволить из-за того, что вырос банковский курс на займ денег. Что-то с картинкой тебе, Андрей, тебя не видно. Да я вижу, я исчез, Ага. но я улетел, но я обещаю вернуться, как Карлсон. Пожалуйста, мы тебя ждем. Не пугайтесь, да. Мгм. А вот вам и песни еще Оливера Энтони. То есть Фокс Да, это показывает, известный Барт такой у нас. пока уже стал известным, да. Пронзительная песня о том, как чувствуют себя так называемые средние американцы. Я Вместе с советую этим. подписаться на его инстаграм, я подписался. У него масса сообщений о его концертах. И я вообще любитель такой, ну, выражаясь российским языком, Парень вошел в американской историю. Губернатор бардовской Десантис, песни. почему эта песня так услышана была в Америке? Да Наша страна, потому что страна в свободном падении. Да потому что он не боялся без политкорректности пропевать там о таких вещах. Это, ну, такой мини-Высоцкий, будем говорить, Мгм. по-американски. Потому что Высоцкий почему же пользовался популярностью? Мы же помним там Надо особенно. отправить Джо Байдена в его подвал, и пускай он там сидит, говорит Джо Байден, говорит, прошу прощения, Рон Десантис, пока мы будем заниматься тем, что отремонтируем ситуацию в нашей стране, починим нашу страну. Мы не можем добиться успеха, пока Конгресс тратит 3 триллиона долларов. Тогда мы сможем открыть наши источники энергии и снизить цены на электроэнергию. Ну, Я понятно. уверен, я показал, что это можно сделать во Флориде, и я не подведу вас, я смогу это сделать. Ну, твой любимец, Андрей. Так, кто у нас там? Кристи, Любимец, ты меня вы оскорбляешь. согласны с губернатором Десантисом? Он может спросить любого из нас.
Я не буду на него Мы смотреть. будем Я вот согласны. сделаю свое лицо, чтобы его не видеть. Мы должны эти идеи продать вам. Выиграть Конгресс и Сенат. Ну и взять президентом. Меня выбрали как консервативного республиканца в синем штате. Нью-Джерси. Боже мой, я бы постыдился слово «консерватор» произносить на его месте. 61% голосов. В то время против меня выступали, постоянно выступали против меня демократы. 0,5% голосов, Крис. И он еще что-то топорщится. Я не понимаю, что, откуда него. Не Зачем вот... противоречил Десантису, но рассказал о том, как хорошо он управлял штатом Нью-Джерси, будучи его губернатором. Ну что же, себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Каждый доллар, который тратят наши управленцы, наши власти, это те деньги, которые которые не разрешают людям потратить на их своих детей, свои нужды. Брэдбери упрекнул его в том, что высокий дефицит, высокие долги у штата, но Кристи говорит о том, что ему удалось урезать этот долг штата, негативный баланс, уменьшить его в годы его губернаторства. Слушай, ты у меня звук убрал или есть звук? Нет, должен быть звук, я тебя слышу. Хорошо, все, я просто буду комментарии делать. Эта песня также касается программ welfare. Это называется «Старая песня о главном» в России. Ну, типа того, да, новая песня о главном. Новых песен о главном в России уже не пишут. А как вы собираетесь уменьшить размер правительства, спрашивает сенатора штата Южная Каролина. Каждая семья при Джо Байдене, при его замечательной экономике потеряла возможность, потеряла десятки тысяч долларов при той инфляции, которая сейчас есть, при той цене. Меня слышно, да, друзья? Не слышно выступающих? Вообще не было слышно никогда? Тебя слышно, а выступающих я не слышу. О, это неправильно, друзья, извините. А я думаю, что вы их слышите. Нет, мы не слышим. А как же нам быть сейчас? Погоди. Ничего, давай. А вы знаете, друзья, дорогие, хочу сказать вам, когда предварительные дебаты начались в Соединенных Так Штатах. я сейчас поколдую чуть-чуть здесь. Ты колдуй, а я буду сейчас рассказывать такие вещи. Расскажи, пожалуйста. Дебаты вообще предварительные, не президентские дебаты, а именно внутрипартийные дебаты, все это началось в 1948 году, дорогие друзья. И начали это не демократы, а республиканцы. Это началось в Орегоне, где человек по имени Томас Дьюи предложил местному политику, республиканцы тоже, они оба республиканцы были, Харольд Стассен, организовать дебат. Почему? Потому что они боролись за кресло президента. Кто будет с Рузвельтом бодаться тогда? Потому что тогда Рузвельт же был самый популярный президент. И вот два республиканца, Томас Дьюи и Гарольд Стассен, в 1948 году в Орегон приехали, чтобы говорить о чем? О том, запрещать коммунистическую партию или нет. И вот в 1948 году были первые такие вот внутрипартийные дебаты по поводу вот запрета коммунистической партии. Это уже холодная война началась. Как сейчас будет, друзья? Скажите, сейчас мы слышим, да. Сейчас слышно? Да, сейчас мы слышим.
Вам Рамасвами, да. 38 лет, и вы сказали, что только голосовали в 2 выборах. Ну, я люблю Рамасвами, вот я его книгу сейчас читаю, «Волк» называется, он там окнутых критикует очень хорошо. Я советую эту книгу почитать. Отлично. Он предприниматель. Ну, давай, переводи. Да, я предприниматель, я сюда приехал, Да. построил многомиллионную, сейчас многомиллиардные компании. And I am genuinely worried that that American dream will not exist for our Двое two детей. sons and their generation unless we do something about Без it. And I do американской think Brett is мечты going to моей take an бы жизни outsider. Because for a long не time, we have сложилось так, professional как сложилась politicians in the она. Republican Party who have been running from something. Now is our moment to start running Я to думаю, что я something. как человек To our vision извне of what вижу и смогу сделать то, что нужно сделать для нашей страны. И сейчас наш момент для того, чтобы начать выступать правильно в отношении ситуации, которая у нас есть сейчас. И если человек сломал вашу машину, вы не должны отдавать ему снова ключи для того, чтобы он это сделал опять. Ники Хелли. Мистер Рамасвами, успешный бизнесмен, он лучше показывает, чем вопросы. Не плевать на полы. Я хочу сказать американцам людям правду. Это сделал не Байден, это также сделали и наши республиканцы. Этот стимулус, который был по поводу ковида, $2 триллиона, и 2,2. Я скажу вам, как это все нужно исправить. У нас масса людей на медикаменте. Я вам расскажу, как нужно исправить. Остановите трату денег, уберите деньги, которые размещаются на любимые дела, любимые темы нашего законодателя. Дональд Трамп и Майк Пенс добавили 8 триллионов нашему государственному долгу. Сейчас республиканцы просят почти 8 миллиардов, и 2 миллиарда просят демократы в плане денег на свои любимые проекты. И скажите мне, кто из нас более правильную игру ведет. Right. You blamed the Biden administration spending for that increase. 4% But as vice president, your administration spent more than any prior, $7.8 trillion added to the national debt, $3.5 trillion of that before COVID. So does that mean that you're part of the spending problem? Well, first off, thanks for the question. Thanks for letting me respond with reference to our administration's record. I'm incredibly proud of the record of the Trump-Pence administration. Я очень горжусь нашей администрацией. In 4 short years, we rebuilt our military. We revived our economy. We unleashed American energy. And we appointed 3 conservatives to the Supreme Court that gave the American people a new beginning for the right to life. Now, Martha, you asked earlier who's the most best prepared for this job. And I must say, with all due respect to all of my friends on the stage, and even to one that's probably looking on, I think unquestionably I am the best prepared, the most tested, the most qualified. Ну, не знаю, я бы постыдился на его месте вот такие слова говорить. I was a leader in the Congress of the United States. Я слушаю просто его, чтобы узнать, до какой низости его речь дойдет. And as Vice President of the United States, we spent funding to backfill on the military cuts of the Obama administration, and then we were there Мы in the worst pandemic восполнили in 100 years. All that being said, I was the вооруженных first сил, person in которые this race сделали Обама. to say that we've got to deal with the long-term national debt issues. You got people on this stage that won't even talk about issues like Social Security and Medicare. I mean, Vivek, you recently said a president can't do everything. Президент Well, I не got может news for you, сделать Vivek. всё. I've been in the hallway. I've been in the West Wing. A president of the United States has to confront every crisis facing. Я был в западном крыле Белого дома. Вот если его, да, он сидел там. Да. Президент сталкивается с каждым кризисом, который только настигает Америку, и мы должны восстановить нашу дорогу к процветанию и ответственности, связанной с финансовой ответственностью. This isn't that complicated, guys. Unlock American energy. Drill, frack, burn coal, embrace nuclear. Освободите теперь американскую предприимчивость, газ,
reform the U.S. уголь, Fed, stabilize the U.S. dollar, все and виды go to энергии. war. The only war that I will declare as Единственная U.S. война. president will be the war on the federal administrative state that is the source of those Войну toxic с regulations, административным acting like a wet blanket on the economy. So I'm not sure государством. I Ну, это exactly серьезный understood Mike Pence's популистский comment, заход. but I'll Хорошее, let you all parse глубокое that out. государство. For me, it's pretty simple. That's something a U.S. president can do with focus, and I'll deliver on it. Это тоже может сделать. Это то, что может сделать американский президент. I'll go slower this time. You know, Я I скажу sometimes struggle помедленнее. with the reading Look, I comprehension. was a House conservative leader before it was cool. I actually pushed the Deficit Я Reduction был Act. That was лидером the last time we actually reduced консерваторов в the Конгрессе. national debt in the United States when I was the leader of House conservatives. I balanced И я budgets снизил and cut дефицит. taxes when I was governor. I Я mean, look, Joe снизил, Biden has когда weakened я был this country губернатором, at я снизил home and abroad. налоги. Now is not the time for on-the-job training. We don't need to bring in a Сейчас не время rookie. для того, чтобы тренироваться в рабочее время. Нам должны привести человека, который уже знает, как это делается. So here's the thing. Why are we in this mess? Part of it, and a major reason, is because how this federal government handled COVID-19 by locking Почему мы в down этом this economy. безобразии? Это потому, что федеральное правительство вело себя безобразно во время ковида. Это было ошибкой, не должно было And I can произойти. tell you this, as your president, I will never let the Как ваш deep президент, state bureaucrats lock я you никогда down. не You don't позволю take somebody like дипстейту, Fauci глубинному and государству coddle him. You запереть bring вас. Fauci in, Но you это sit him сейчас down, они and you say, запрыгивают на Anthony, Трампа. you are fired. Десантис соединяется с Пенсом в некотором смысле для того, чтобы повесить на Трампа ковидные дела. I just want to respond to Mike for 1 second because he invoked me back. Listen, now that everybody's gotten their memorized, pre-prepared slogans out of the way, we can actually have a real discussion now. У нас может быть реальная дискуссия. Is that one of yours? Not really, Mike, actually. We're just going to have some fun tonight. And the reality is, you have a bunch of people, professional politicians, super PAC puppets, Профессиональные following политиканы, те, slogans кто, handed over to them by their кого former base выдвинули super их PACs комитеты. last week. The real choice we face in this primary is this. Do you want a super PAC puppet? Or do you want a patriot who Настоящий speaks выбор – the это truth? хотите ли вы Do you want куклу, которую incremental управляет reform, комитет, which или is вы what you're hearing хотите about, настоящего or do you патриота, want revolution? который будет делать Okay, and I'm настоящую standing on the реформу, side of the настоящую American американскую революцию. revolution. We're going to take control back here. We need everyone to have a moment on the economy. Yeah. I think that's fair. Помните, был разговор об экономике? We're going to get back to that. We are. Слушайте, я на автопилоте перевожу, друзья. Переводить продолжать? Как вы думаете? Ну, Андрей. можно, да. Я просто тебя перебивать не хочу. Нет, ты перебивай меня, пожалуйста, потому что иначе я не ради перевода, а еще и о том, что... Я просто хочу сказать, что Рамасвами, вот хоть у него 3% среди республиканцев, он хорошо стремительно нарастает свою популярность, наращивает. Это мне нравится. Как сейчас, не очень громко выступаешь. Я включил субтитры, я как бы Ты понимаешь, Юра, вот эти вот дебаты, они могут быть полезны вот еще в чем. Трампу это позволит выбрать хорошего вице-президента. Я думаю, это будет так. То есть он будет вступать в переговоры с теми, кто себя хорошо показал. Я вот, например, хотел бы видеть Вивека Рамасвами, его вице-президента. А почему бы нет? Ну, как вариант. Вот это неплохой тоже мужик. Я пока от него не слышал очевидных таких вещей, политизированно комитетских, как Ну, я его, честно говоря, не знаю. Он как выскочил, как черт из табуретки. Да, он выскочил из Вайоминга, Да. и я не знаю, с нами нет сейчас Чарльза Кола, это его человек. Да, его надо спросить, он знает. Ага. Да. Вот тут они, понимаешь, мы их не знаем, но мы их увидим. Я еще буду Вот смотреть. он ушел в детали сейчас, конечно, не все это понимают. Вот в этом они хороши, эти дебаты. Они такие дают возможность появляться знаковым каким-то фигурам. Вот это и есть процесс, как надо дела делать. Я вот про дизельное топливо говорил. А это Хатчинсон, бывший... Ну, это так, это мейнстримный такой консерватор, республиканец. То есть я, как мне он безразличен. Он партийный человек, партийный человек, который должен оттянуть таких вот консерваторов на себя, республиканцев, вернее, которые не хотят Трампа никогда. Ну да.
трамписты за него голосовать не будут. Шансов у Нет, него конечно, очень мало. это, я не Хотя знаю, тут зачем можно- они выходят. Вот ты понимаешь, ты вот можешь ответить на вопрос, зачем Крис Кристи лезет туда, или Пенс? Это же не их компания уже. На что они там надеются, я не понимаю этого. Они надеются, я объяснял этот момент, он связан еще и с финансовым. Понимаешь, когда у человека есть амбиции, что у нас здесь произошло, это у нас остановилось. Давай, секунду. запускай, кликни. Да. Ты кликнул и остановил, да. Запускай, Я давай. так делал? Нет, В подожди. середину кликай, в середину. Вот сюда. Мгм. Сейчас, друзья, одну секунду. Ничего. Сейчас я попробую. Он потерял связь с Фоксом, да. Да не беда. Итак, дорогие друзья, вот эти внутрипартийные дебаты начались, знаете, когда? Еще раз повторяю. В 1948 году республиканцы, не демократы, начали, а демократы подтянулись потом. На радио сначала были, потом на телевидении. Более 1000 людей все еще не обнаружены. Ничего. А знаете, когда демократы подтянулись, стали устраивать внутрипартийные дебаты, в 50-м году им понравилось, что республиканцы делали, и они стали имитировать тоже. Тогда Эдлай Стивенсон со своим соперником, другой демократ, в 50-м году. А телевидение, впервые на телевидении в 60-м году Кеннеди с Эдлай Стивенсоном они соперничали на телевидении. Вот. Это Сейчас пошел разговор про климат. Сейчас ну давай, хочешь перевести, да? Ну, собственно, она перечислила все климатические, Макалом перечислила все климатические проблемы, и пожар на Мау, и Слушай, 101 это градус я не температуры понимаю, во Флориде. неужели о климате республиканцам будут задавать вопрос? Ну давай послушаем это. Одна из причин, почему наша страна находится в таком состоянии, как сейчас, состоянии упадка, то, что корпоративные медиа надо себя активировать, говорят они. И сейчас, секунду, я поправлю, что со звуком комментарии есть. Что за комментарий? Нет, что со звуком, что немножко меня слышно плохо, тебя слышно лучше. Хочу понять, что происходит. Сейчас. Здесь все нормально. О, вот смотри, что Рамасвами сказал. Он говорит, Да, Вивек, climate change – это фрод, это аферисты. это лабуда, будем так говорить. Он так сказал, да, фрод. Да, это обман. Очень хорошо сказал. Это противоуглеводородные планы. Так сказать, все углеводороды... Да, надо так говорить. Ну, хорошо, смотрите, как спорить. Я уже наслушался. Ну, Крис Кристи не согласен, конечно. Здесь стоит человек, который звучит как чат GPT, как искусственный интеллект. Да. И это такой же тип Ага, каким понимаешь, был Барак он не Обама. упустил возможности, будучи большим человеком в прямом и переносном смысле, он решил уколоть Рамасвами, он говорит, это наш такой тощий приятель, хочет меня учить здесь, а меня много, я не могу быть неумным человеком. Это как в Казахстане. Человек полный, он считается мудрым и уважаемым, а если ты такой тощий, то есть ты не лидер. Там. Он пытался так вот нам, Крис Кристи, такую запустить фишку. Мы хотим чистый воздух, чистую воду, но есть правильный способ этого достичь. Ну, она хорошо так зашла, да. Мы должны говорить Китаю и Индии, чтобы они снизили свои... Ну, короче, желаем удачи, как говорят в Америке. Желаем удачи. Она перевела стрелки на Китай. Надо... Да, и Индию. Вы много вы добьетесь, мы много добьемся со своими просьбами. Уже Джон Керри туда ездил.
that's not helping the environment. You're putting money in China's pocket, and Biden did that. So, Да, электрические автомобили, она права в том, что электрические автомобили просто набивают карманы китайцам. We also need to take on the international world and say, okay, India and China, you've got to stop polluting, and that's when we'll start to deal with Индия и Китай должны перестать загрязнять окружающую среду. Кто вас подкупил? Американские люди заслуживают честных и заинтересованных дебатов. Эти разговоры никому не помогают. Я заготовленный кусок, я вырос в семье, мать-одиночка, абсолютная бедность. Я считаю, что Америка для любого человека, для любого американца может сделать все, что она сделала для меня. Если мы хотим, чтобы все было в нашей природе чисто, мы должны привести обратно производство и организовать производство здесь. Я с юга, я медленно говорю. Я южный человек, говорю медленно. Да, южный мальчик. Кстати, политически некорректно себя называть бой и вообще кого-то называть бой, особенно темнокожим. Да, но он решил так пошутить. Ему можно, поскольку он черный человек, он решил так пошутить. Ну, понятно, он говорит, не с климатом надо бороться, а все manufacturing, производство назад вертать. Как говорится, назад в Соединенные Штаты. Это имеет смысл, потому что в Соединенных Штатах все-таки люди, строящие здесь у нас предприятия, это на другом уровне, как бы в погоне за прибылью находятся. Во многих случаях, не скажу во всех, тоже есть ужасные дела, которые... Ну, понимаешь, Юра, вот из всех из них только Вивек Рамасвами, он там определил точно, что climate change – это лабуда. А все остальные пытались, вот Ники Хейли... могут так думать, но с ним соглашаться, но они этого не сказали вслух. Да, они пытаются, может быть, где-то завоевать тех людей, которые еще сомневаются. А если climate change или нет? Ну и что? Он всегда был, он и в средние века был climate change. И во времена палеолита. Я их пригасил немножко. Да. Я просто хочу вот о чем сказать. Тут ведь у нас разный спектр республиканизма присутствует, да? Начиная от соглашателей, как Крис Кристи, кончая, такими радикальными людьми, как Рамасвами там. И поэтому вот Ники Хейли, она как-то центрист, она говорит, не надо говорить о climate change, а просто чтобы была чистая среда наша, не загрязняйте. А что вы там об изменении климата толдычите? Это тоже неплохая позиция, между прочим. А вот этот вот наш черный человек тоже вещь сказал, он стрелки перевел на производство. А давайте меньше говорить о климате, а больше о производстве, потому что, пардон, у нас миллион еще бедных и в других странах, и у нас, а мы сами себя обнуляем, ты понимаешь? Вот недавно Джеймс Линдсей, это известный критик политкорректности, критической расовой теории, он выпустил интересную передачу о климате, об вот этом climate change, как современная марксистская уловка такая. Он говорит, это такая же попытка обкарнать, обнулить нашу экономику, как вот попытки коммунистов в старое время все и вся планировать, ты понимаешь? А сейчас они нас призывают уменьшить авиапарк, уменьшить автопарк, уменьшить поезда для борьбы вот с этим климатическим изменением. А суть вот в чем. Власть. Это вопрос о власти стоит. То есть кто не согласен с климатическим изменением, его сразу же как там это... Чуть ли он не Холокост отвергает. У них даже изобретено такое выражение у тех, кто вот у левых там осуждает вот этих вот с нашей стороны людей. Они говорят climate change denier, то есть там это, как говорится, отрицатель этого climate change. Слушайте, у нас, короче, говорят, пишут друзья, сейчас вы видите это тоже, что 73 миллиона смотрят стрим Карлсона и Трампа. Я думаю, что это запись. Было так объявлено, что это запись, и, в общем, там
То есть они записали заранее, да? Я не хочу сейчас перекидываться, потому что мы и там не поймаем, и тут упустим. Мы будем системными. И как бы я считаю, что они за полчаса разогнались довольно неплохо в смысле эмоций, учитывая вступительную часть и всякие улыбочки там и прочее представления. Но, в общем, эмоционально выступают. И вот сейчас первый рекламный перерыв первый. Посмотрим, сколько эти дебаты. Ну, они обещали 2 часа их вести, честно говоря. Но понятно. я не знаю, мы выдержим 2 часа. Я думаю, что мы уже за час будем знать примерно и сложим свое представление. Да. И уйдем где-то через полчаса, через 28 минут, 10 часов мы уйдем на Трампа и Такера Карлсона. Да. Завтра у меня будет еще вот то, что я хотел сделать. Завтра где-то в 1:00 дня у меня будет программа с Ильей Левковым, и мы сделаем с ним обсуждение. Вот будем обсуждать так, как это я предлагал. Он как бы откликнулся на это дело. Интервью с Дугласом Макгрегором. Я его называю Дуглас по русской, так сказать, привычке русскоязычной. Но Даглас, конечно, Макгрегор, полковник, который по необъяснимым официально причинам очень любит Путина и не любит Украину. И, в общем, за это его почему-то очень любит Такер Карлсон. Честно говоря, он только теряет в глазах столь многих людей. Ну что, вернулись наши кандидаты. Мы возвращаемся к ним теперь. Как мы это делаем? Вот так. The elections as well on this. So, Governor Haley, what do you say to your party and to your state? Что вы скажете своей партии, своему штату по поводу этой истории с абортами, 6-недельного срока? Thank you, Martha. I am unapologetically pro-life, not because the Republican Я Party против tells me to абортов. be, Я за but жизнь. because my Не потому, husband что was это adopted, and I республиканские had trouble правила. having both of my children, so I'm surrounded by blessings. Having Я, said это that, мой we need муж to и мои stop дети. Я demonizing this issue. живу в This is talking благословенной about the fact that unelected семейной justices didn't need to ситуации, decide something this окружена personal, because it's благословениями, personal for и every woman надо and man. перестать Now it's демонизировать been этот put in the вопрос. hands of the people. That's great. When it comes to a federal ban, let's be honest with the American people and say it will take 60 Senate votes. It will take a majority of the House. So in order to do that, let's find consensus. Can't we all agree that we should ban late-term abortions? Мы должны найти консенсус, мы должны запретить аборты позднего срока. И те доктора и медсестры, которые не считают, не согласны с тем, что аборты должны существовать, должны иметь право отказываться от того, что они это делают. Давайте относиться к этому вопросу уважительно и перестанем ее демонизировать, эту ситуацию. Вы подписали запрет на 6-недельный аборт. Well, I would say we sold the biggest election landslide victory in the history of the Republican Party in the Я state скажу, of что мы Florida. увидели самую большую победу в свете этого решения. И надо делать то, что ты считаешь правильным. Я верю в культуру жизни. Когда я услышал сердцебиение моей старшей дочери, это одно из самое большое событие, самое значительное событие в моей жизни. И это неправильно. Разрешать аборты вплоть до момента рождения ребенка. Она пережила многие попытки аборта. Ее оставили некая женщина во Флориде. Ее спасла ее бабушка, отнесла ее в другой госпиталь. И она выросла, она стала нормальным человеком. Такие люди будут при моей власти отвечать. Тем не менее, вот если республиканцы многие зацикливаются на абортах,
они могут потерять многих независимых. Это я просто нравится, не нравится. Ну, он говорит о том, что каждый штат примет свои А это правильно, вот. Ведь левые часто говорят, республиканцы запрещают аборт, а на самом деле, ведь Верховный суд совершенно другое решение принял. Верховный суд решил, что каждый штат должен определять, как с абортами быть. И это так и должно быть, потому что это федерализм. Пенс говорит, что я отдал свою жизнь Иисусу Христу, своему Господу. Мир праху его, мир праху Пенса. И я защищал сельскую жизнь в Конгрессе. Ники, ты мой друг. Но то, что ты говоришь, это противоположность настоящему руководству. Это вопрос моральный. Ну, вот так вот. Вот из-за таких, как Пенс, и теряют республиканцы голоса, потому что он начал морализаторством заниматься сейчас. Вот. А это так не работает. Да, проведи это по закону и не предавай своего президента, между прочим. Даже дело не в этом, а то, что вот морализаторством он сейчас занимается, вот молодежь его слушает, у них уже сразу упадает интерес. А то, что Ники Хейли сказал, так и надо вот говорить, что каждый штат должен решать это все дело. Каждый штат. Ну вот он это все поворачивает и с привычным политиканством, за которым уже пора понять, Да. то, что за этим ничего Он вот не моральное знамя вот хочет поднять. Правильные, хорошие слова. Голливудское кино. pro-life senators in over 100 years. So no Republican president can ban abortions any more than a Democrat president Никто не can ban может all those state запретить laws. Don't аборты. make women feel like they have to decide on this issue when you know we don't have 60 Senate votes. У нас нет 60 голосов в Сенате для того, чтобы провести Да. Она права. Она его закапывает, как Камала Харрис закопала Джо Байдена. Например. Да. Очень успешно. Тем не менее получил. Но надо быть с американским народом честным. Окей. Но Верховный суд отменил Роу ви Вейд. Да не отменил он, надо точнее говорить, а передал штатам. Да, передал штатам. Да, он его вернул штатам, она исправляет. About the states, there's about 5 of them, including New Jersey, I think a few others, that allow abortion up until the time of birth, though. If you were president, would you be able to abide that? Разрешает аборты вплоть до момента рождения. Наш штат очень pro-life, то бишь он против абортов. Это Вайоминг. We should not. And the reason why we shouldn't is very simple. It's the 10th Amendment. In the Constitution, which the states created the federal government, not the other way around. О, очень тоже хорошо. Хорошо. Он продолжил мысль Ники Хейли. Очень хорошо. Ты понимаешь, он двух зайцев убивает сейчас. Он говорит, ведь наша Конституция говорит о чем? Не федеральное правительство решает, а штаты решают изначально. И поэтому аборты должны решать штаты. Ты понимаешь, он зашел со стороны абортов, а вывел уже на защиту федерализма. Очень хорошая позиция. Ты обратил внимание? Не, он мне симпатичен. Я не помню, кого кто его посадил на задницу во время интервью, и он немножко что-то там запорол. Извините, я просто слов не выбираю сейчас, пока это мой внутренний монолог обычно. Вот он, что сработает у нас в Дакоте, не сработает в Нью-Йорке. И пускай они там занимаются своими леволиберальными делами, а мы будем заниматься своими. Хорошо. Or whether it's the United States Congress. So there is authority, and that's why President Biden is pushing for a Democrat proposal, which is, in essence, abortion on demand through the term. So they have their extreme position at a national level. It's most likely going to be addressed in the states, but it's certainly fine for it to be addressed at the national level as well.
Он тоже против абортов, но Он тоже, да, он идет, говорит, занимает экстремальную позицию, хотят аборты по первому требованию, лекарства, стимулирующие аборты, которые сейчас большая идет. Он плохую позицию занял, я сейчас послушаю. Он говорит, раз демократы хотят это в общенациональном масштабе решить, то и мы должны это в общенациональном масштабе. Нет, дорогой, так дела не делаются. Именно решать. Улучшение возможности женщин заботиться о своем здоровье. Штаты Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс хотят абортов по первому требованию. Вплоть до момента рождения. У него, у этого человека, у Тима Скотта тоже моральная позиция по этому поводу. Ты понимаешь, в чем дело? И как я уже как бы себе сказал, и остальным сказал, всем, кто нас слушает, наступает момент, вот мы можем, конечно, долгое время отпихиваться от этого, но в какой-то момент надо выиграть по-настоящему. Не по очкам, а нокаутом. И я с этой стороны, я понимаю, я не склонен как бы их всех подгонять под одну гребенку, но я понимаю моральный как бы императив. Каждый из нас в какой-то момент думает, ну до каких пор все это будет продолжаться. Ну, это понятно, но по этому вопросу надо просто, как говорится, об этом меньше говорить, потому что, к сожалению, я считаю, что этот вопрос об абортах, он отвлекает от главных, глобальных вещей. У нас таких проблем много, мы можем потерять страну. Они мало говорят о культуре. Они говорят, практически ничего не говорят о том, что это музыка, кино, школы. Я не знаю, может быть, будут они об этом говорить. Они пока говорят о том, что нам не нравится большое правительство, много бюрократов. Да, это так. Разговор о бездомных. Да, это так. Инфляция, да, есть инфляция. Да, нам нужно обкорнать государство, большое государство, сделать его малым. Это всегда республиканская позиция такая была. Но у нас сейчас вопрос, Юра, ребром стоит. Культура. Засилие лево в культуре, ты понимаешь? В мейнстриме. Телевидение, медиа. Об этом надо говорить. Твиттеры все эти. Только вот еле-еле Маск сейчас начал Твиттер реформировать. И уже там опять среди вновь нанятых людей там уже левизна вылазит. Ты понимаешь, какая штука? Уже цензуру хотят. То есть надо об этом говорить. И Ники Хелли только что сказала, что мы все здесь согласны, что мы против абортов. Вот это такая, вот мы все про-лайф здесь. И это то, что останется в газетах завтра. Скажут, вот вышла толпа людей, и первый вот, свет. Юра, ты правильно, вот скажут, именно. Что они все про-лайф. Да? Надо быть менее, не давать им как бы... И не давать, правильно, да. А вот они дают сейчас. Вот это вот один из примеров, дорогие друзья. А там, где надо, не присутствует. Вот я, например, на днях был у нас, позавчера был у нас там фестиваль культур, большой ангар, там 18 разных представителей народов, там чуть ли не 3000 собралось. И туда проникли демократы, у них свой киоск был большой, они там себя рекламировали. А республиканцев я не увидел. А надо заходить в такие вещи. То есть надо те вопросы обсуждать, которые более волнуют людей. Хотя в этой области идут неплохо дела. Так, еще один вопрос. Ну, про бездомность это мы более-менее с вами уже обсуждали и знаем. Ну да. Интересно, кто из них... Про стрельбу в школах он говорит. Это все ну, это у нас уже постоянно. Тут новостей нет. Тема, да, и вряд ли что-то новое они скажут. Нет. You know, I'm proud of the fact, Brett, that I'm the only person along with Governor Hutchinson up on this stage who's actually running United States Attorney's Office. I ran the 5th largest office in America in a state. Ну ладно, начали свои Да, они были юристами, государственными юристами, 5-й по размеру офис. Вопрос не решается деньгами. Как решить вопрос преступлений?
Ну, как бороться с преступностью? Объявить, что как первая поправка, она не может быть, так сказать, никак ущемлена, так и вторая не может быть никак ущемлена. Обращайтесь друг к другу, как будто каждый из вас вооружен. И имейте возможность вооружаться на самом деле. О, Хантера Байдена. Ну это он хороший пример привел, да, с Хантером Байденом. Да, вот это все. Он же незаконно владел пистолетом. Обычный человек 10 лет за это может. Да, и ему ничего не предъявили. Вот, пожалуйста, своим, как говорится, по понятиям, а другим законом. Это хорошо, он поднял, да. Да, совершенно согласен с Владимиром, что президенту Трампу среди кампании делать было бы нечего. Верно, верно, верно. Это пишет наш комментатор, да? Да, да. Мы скоро тоже отсюда отвалим, друзья. Так, я тогда сейчас зайду и буду смотреть комментарии тоже. Ну, давай. Ну и эпидемия психических заболеваний. Ну, это понятно, разрушили всю психиатрическую вот, смотри, помощь. Я бы поспорил, я боюсь спорить, это большие деньги, $1000, но на меньше спорить не имеет смысла, что ни один из этих людей не соберется связать все эти события, которые до сих пор перечислялись, еще будут перечислены, что он не свяжет их в одну единую цепь. Есть же какая-то система мысли, которая позволит понять, почему это все происходит вот так одномоментно в нашей американской жизни и в жизни всего мира, честно говоря. Как все это связано? Saying that this is what it means to be an American. Yes, we will stand for the rule of law. Yes, we will close the southern border where criminals are coming in. Мы закроем границу, мы будем за все законы, будем защищать нашу полицию. И также мы должны относиться к этой эпидемии психических заболеваний. Губернатор Десантис. Мы не ищем новую сущность национальную. Мы идеалисты, мы любим работать. Майк несколько пошел сейчас в сторону того, что Вивек недостаточно американец. Мы живем в очень темный момент, мы должны встретить его лицом к лицу, мрачный момент. У нас культурная гражданская война идет в стране. О, наконец. Да. Вот это Вивек говорит. Нам надо это признать, говорит Вивек. Алекс нам пишет. Индус хорошо поет, но его обломают быстро. Да, к сожалению, есть такая опасность. Да. Видишь, у нас Алекс написал. Такер уже 74,5 миллиона. Да, я вижу. Скоро мы туда проведем своих 500 человек. Спартанцев. Придем, да. Джорджа Сороса вспомнили, вот уже сделали полшага. Просто надо тыкать демократов, вот эти все вещи, которые мы знаем, надо их тыкать туда носом. Пока культуру не захватят вот эти институты, консерваторы, либертарианцы, мало что изменится. Поэтому... Ее невозможно захватить, нужно создать конкурентную систему. У нас... Да, конкурентно-культурная. Вот забыли немножко в последнее время про этот закон, интернет, закон 230, статья 233, по-моему, она называлась. Вот Алекс пишет, правильно, опять я согласен. Пора иммиграции и аборты вообще не поднимать. Пока иммиграция и аборты вообще тему не поднимать. Он правильно говорит, потому что сам себя обнуляешь, если ты республиканец. Иммиграция — это про забор, надо говорить про стену. Да. А Олег Притула, вот приветствую, Олег Притула. Он говорит, как всегда, забалтывание процесс. Я с ним согласен. Ну, это неизбежно у нас в стране, к сожалению. Когда 8 человек стоят на сцене, они, конечно, его заболтают, они все достаточно амбициозны, еще эти два способствуют. And right now, whenever you look at the challenges in our inner city,
Он лучше всех понимает кризис, связанный с наркотиками, Это постоянно, это вот уже, я не знаю сколько, 150 лет обсуждает преступность, и опять мы понимаем, там, что у республиканцев, что у демократов. Не надо об этом. Забор на юге, на южной границе Соединенных Штатов решает не полностью, но частично и в значительной степени частично вопрос иммиграции, вопрос проникновения наркотиков, вопрос преступности и вопрос того, что люди ощущают, что государство, правительство заботится о населении. Сколько денег может стоить решение этих трех вопросов одним единственным ходом? Строительством этой стены, которую сейчас распродают возмутительно с аукциона за, что там, 2% ее цены, 5%. Да, мы ее очень уважаем, ее систему нашу, правосудие. Мы-то уважаем, ее не уважают только... Ее левый не уважает. Они это... хлопают по спине и выпускают антифы, БЛМщиков, этих погромщиков. Вот вам, вот это интересно. Это тюрьма в Атланте, Фултон County Jail. Так. Куда должен будет явиться завтра президент Трамп. Ага, вот, там с какое? 41-е обвинение ему выдвинуло. Сегодня там уже побывало и там побывал и... Позор вообще. Там было Джулиани сегодня, и несколько людей там уже. Сейчас я закрою здесь звук, друзья. Ну вот смотри, есть такие вопросы вечные. Они считают, что они на них могут оттоптаться, а на самом деле, Юра, правильно. На следующий день Нью-Йорк Таймс выйдет с таким аншлагом: все республиканские кандидаты за запрет аборта. А ведь это не так. Видишь? Или вот, например, все, значит, они расисты, они хотят опять, черных людей там, в общем, арестовывать без предъявления обвинений. Это вот по поводу преступности они так вот разговаривают, демократы там. А дело-то ведь о чем? О том, что просто, надо по закону наказывать преступников. Это даже просто отвечать на вопрос. Не надо это обсуждать много. А демократ это представляет как вот расизм против меньшинств. Если ты борешься против преступности. Почему? Потому что, вот, к сожалению, среди черных большая преступность, среди мексиканцев. И от этого не убежишь никуда. Да, у меня есть предложение. Ты знаешь, вот я хотя сейчас не за подиумом стою, но у меня есть предложение к американскому народу и не американскому, собравшемуся здесь, перейти к программе Такера Карлсона. Ну, давай, попробуй. Я честно скажу, у меня ощущение, что особых открытий мы не сделаем сегодня. Нет. И пока никто нас не удивил, кроме, может быть, Бергама, которого до сих пор никто не слышал, да, наверное? Более того, Юра, я еще раз убеждаюсь и согласен с нашими комментаторами, несколько сказали, что Трамп принял правильное решение, что не пришел на эти дебаты. И я хочу сказать, что ему вот Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Юра, сделали предъяву, что вот сволочь Трамп, он игнорирует правила. Фокс его вообще возненавидел. Да. И знаешь, что ему предъявляли? Что он негодяй, он игнорирует правила республиканской партии приходить на первичный дебат. Да нет таких правил, это такая традиция есть, а он ее нарушил. И почему нарушил? И правильно сделал, что нарушил. И он не один только был, дорогие слушатели, он не первый. Знаете, кто нарушил эту традицию? Не пришел на дебат. Рейган. В 80-м году он не пришел на первичный дебат. Почему? Потому что у него такой был отрыв большой. Его уже 70-х годов знали. У него громадный был отрыв, и он сказал: да нафиг вы мне нужны, дебатируйте, я вас люблю, уважаю, вы хорошие люди, и я буду заединщиком с вами, но я не пойду с вами дебатироваться. И Трамп сделал то же самое. И еще, и даже Буш потом в 2000 году, у Буша небольшой отрыв был, там он такой, там, не консерватор, ладно, там, в подметке Рейгану не годится, но он тоже не пошел с Маккейном и с другими там на дебаты, потому что у него был небольшой отрыв. Причем Буш не пошел на 4 первичных дебата, он игнорировал 4 первичных дебата. Вот. Да, я тут. То есть Трамп здесь не нарушил ничто, он просто принял решение, не участвовать в этом, и все. Нет таких правил там записанных где-то. Вот он должен являться на первичные дебаты. Нет таких правил. Я просто привожу исторический пример, что Рейган
был первым, кто нарушил. Вот опять-таки нарушил эту традицию. И вообще дебаты – это по желанию все делать. Я хочу вам еще, дорогие друзья, сказать, что, смотрите, даже президентские дебаты, они начались в 60-м году, президентские, это между демократами и республиканцами, а потом до 76-го года их не проводили вообще. И точка. И только 76-го года начали проводить опять. То есть это все по желанию делается. Даже если, например, вот у Трампа такие вопросы возникали, причем такие вопросы законные, о том, что люди, которые проводят эти дебаты, вот эта комиссия по проведению дебатов, она тоже захвачена леваками, они подбирают специальных там вот этих вот ведущих, они вопросы там подбирают. И вопрос встает, если это все будет завязано против наших консерваторов или либертарианцев, зачем же тогда участвовать в этих дебатах? То есть я просто хочу сказать, что это нигде не записано в скрижалях, что там это надо так. Конечно, это хорошо, когда равные возможности есть у кандидатов, особенно когда демократы с республиканцами пикируются. Тогда это можно, равные возможности, когда у них. А когда в невыгодные условия ставят какого-то одного из кандидатов, это плохо. А первичный дебат – это просто вообще отбор кандидатов. Когда у Трампа, я напоминаю, дорогие друзья, вот сейчас сядем просто и послушаем. У Трампа 62% поддержка внутри республиканской партии. У Десантиса 16%. У других я не знаю. Знаю, что у Вивека Рамасвами, который я люблю, 3%. Ну что, о чем здесь говорить? Все, вопрос исчерпан. Ну, смотри, вот сейчас с некоторым даже, так сказать, трепыханием в внутренних частях тела я включаю разговор Трампа и Такера, потому что... Сейчас, одну секунду. Вот они идут. Сейчас я их включу, но ужасно интересно, что скажет Трамп по поводу того, что беспокоит нас здесь наравне, и с американскими проблемами нас очень волнует то, что происходит сейчас в Европе, в Украине. И последние новости пока говорят, что все как бы подтверждается, что действительно Пригожина уже нет. И, так сказать, некому кричать... Пригожина нет, но он обещал вернуться, да? Где Шойгу, да. В общем, самолет был подбит системой противоракетной обороны в 50 километрах от Валдая, резиденции Путина. Возможно, он летел к Путину, но и не поняла ракета, что летят свои. Бывает такое. Бывает. В общем, на смену тем традиционным авариям, инфарктам, авиационной катастрофы. Ну вот видишь, мы тут об абортах тут разговариваем, разговариваем о каких-то, о культуре отмены, а в России вопрос просто решает. Направляют ракету или кладут новичок в чай там и все. Вот видишь, Восток – дело тонкое. Не могу не избежать такого. Ну что, запускаем, да, Андрей? Да, давай, запускаем. Ну, будем больше переводить, наверное, посмотрим, как это все будет. Ну, давай, попробуй. Здесь будет рекламных. Посмотрим, это будет легко, сложно. Мы, в принципе, понимаем, что говорит Дональд Трамп в силу специфики его речи. It's debate night, but we're not in Milwaukee. Это вечер дебатов, но мы не в Милуоке. Mr. President, thanks for joining us. Thank you. Why are you at the Fox News debate tonight in Milwaukee? Well, you know, a lot of people have been asking me that, and many people said you shouldn't do them, but you see the polls have come out, and I'm leading by 50 and 60 points. And, you know, some of them are at 1 and 0 and 2. And I'm saying, do I sit there for an hour or 2 hours, whatever it's going to be, and, get harassed by people that до меня будут доставать все эти люди, которые вообще, честно говоря, не должны идти в президенты. И такая телевизионная программа, которая, в принципе, недружелюбна ко мне, еще этот Сантимониус там будет присутствовать. В 2016 году я все там тоже прошел. Я бился с ними до конца, и все стали моими друзьями, когда стал президентом. More appropriate not to do the debate. I don't think it's right to do it. If you're leading by 50, 60, I have one problem leading by 70 points, and I'm saying, why am I doing it? По некоторым свидетельствам я на 70%. I don't know how many it is, but I'm going to have all these people screaming at me, shouting questions at me. Все будут на меня кричать, all of which I love answering, I love doing, but it doesn't make sense to do them. So
I've taken a pass. You probably noticed. Well, I definitely I'm grateful that you did. It's interesting, though, because you spent a lot of your career in television. Yeah. Top show in television. But you don't feel the need now running for president to do television, obviously. Do you think television is declining? Well, according to I guess we just saw, it just came out where it's down like 30-35%, but I think they were referring to cable. I think cable's down because it's lost credibility. MSNBC, or as they say, MSDNC, is so bad. It's so wrong what they write and what they do and what they say. It's, it's fake news, as I said. I think I came up with that term. I hope I did, because it's a good one. It's not tough enough anymore. It's corrupt news. Really what you do is call corrupt news, but somehow that doesn't play as nicely, but it is corrupt news. So you have NBC and you have CNN, who's absolutely doing no ratings at all. I mean, they're dead, but they're doing none because they don't have credibility. They really don't have credibility. Fox is way down, as you know. And, the good old days are long ago. I will say this, it could come back, but they just don't have a lot of credibility. Они могут вернуться, в принципе, на тот уровень, где они были, но сейчас нет абсолютно доверия. You were number one on television, and all of a sudden you're Значит, вы были номер один. Сейчас мы сидим здесь, мы делаем это интервью, у нас больше рейтинг, чем у Fox. Чем дебаты, наверняка. When you say there are people on stage who shouldn't be running for 75 миллионов, это что-то, конечно. Well, I don't want to really use names, but it wouldn't matter too much. A guy like, I call him Ada Hutchinson. It's Asa, but I call him Ada. Why do you call him Ada? I could tell you, but I don't want to get myself in a little trouble. But he's weak and pathetic. And I never understood the guy, never knew him. Я никогда не был знаком, я его не понимаю. Very popular guy. Не очень популярный. But that state is such a great state. The people are so incredible in that state, and they love me, and I love them. How does this guy get elected governor of Arkansas? He's nasty always and has been. A guy like Chris Christie, the guy left with a 8%, think of it, 8% approval rating in New Jersey. Now he's running for president. And he went solely on the basis of, let's get Trump. He's like a savage maniac. He's like a lunatic. And that's all he talks about. His poll numbers are very, very low. He's about 2%. What's he like? You know him well. I've been friendly with him over the years, but I couldn't give him a job because I just never trusted him very much. Я не взял его на работу, потому что я ему не очень доверял. One of his people that really trusted him. I never gave him the job, and that's one of the reasons he feels so hurt and so betrayed. Это одна из причин, по которой он чувствует себя настолько удивленным. But I never gave him. He wanted to be different things. He was looking at different elements of the administration, and we decided. I decided I didn't want to do it. And now I'm glad I did, because you see, but we had some great people. I had great people. We'll have even better people if we do this, because now I know Washington. Before I didn't know Washington. But guys like Bill Barr were terrible. They were, I would say, Bushies. I say that with respect to the Bush family, but they were Bushies, and just it doesn't work out for us. It was clear, this is kind of far afield, but it was just interesting. I read Barr's account of his time. He wrote a book about it. Я читал книгу Барра, его рассказ о том, что произошло. And in it, he lies about Jeffrey Epstein's death. Там он лжет о смерти Джеффри Эпстейна. Do you think Epstein killed himself sincerely? Думаете, что Эпстейн убил сам? I don't know. I will say that he was a fixture in Palm Beach. Yeah. Не знаю, что он I болтал. don't know what Barr said about it either. I have no idea. Зоя Денисенко. Трамп в хорошей форме, хотя и поставил. He said he killed himself and that they were going to do this investigation. They never did the investigation. Так его гнобят постарее. Ну, не надо ему расслабляться. Clearly, Barr knew. Он сидит But why would Bill в Barr нормальном covering up the рабочем death of Jeffrey Epstein? Bill Barr didn't do an investigation on the election fraud either. Okay. Билл Барр не делал никакого расследования ни про Эпстейна, ни про McSwain, the U.S. attorney in Pennsylvania, Philadelphia, said Barr just wouldn't let him do it. It was crazy. Barr became so petrified, so frightened of being impeached. We're going to impeach him. I don't know if you remember it. Yeah. It's not a big moment in history. But they said, we're going to impeach. They play a much rougher game, the left, the lunatics. And they were going to impeach Bill Barr, and he was petrified. Он испугался возможности его импичмента. Да, он прав. Барр оказался трусом. Трусливый такой человек. Do you think it's possible that Epstein was killed? Oh, sure, it's possible. I mean, I think he probably committed suicide. He had a life with beautiful homes and
beautiful everything, and he Тут мы all все of a не sudden согласны с he's Трампом, конечно, я incarcerated понимаю. and not doing very well. Прекрасные I дома would say that великолепные, и тут он he сидит в did, тюрьме, он не мог с but этим there примириться. are those people, there are many people, I think you're one of them, right? But a lot of people think that Многие люди, ты he was один из них, killed. я думаю. He knew a lot on a lot of people. Он очень много знал про очень You многих. think so? I think the closer you look, I'm not a conspiracy person at all. Я вообще не за теорию заговора. But yeah, the closer you look into it, I mean, the Attorney General of the United States, your Attorney General clearly lied about the Epstein. Ваш министр абсолютно очевидно certainly лжет it по wasn't поводу well Эпштейна. done. They had no cameras, they had no anything, everybody was Это sleeping. было And, you know, очень the неважно case все could be made. проведено. Look, I'm Камеры not не going to get работали. involved in it, but I can tell you a case Я could не be made either way, but все это не it выглядело certainly хорошо. wasn't the most well-run place. So the reason I'm asking you is I'm looking at the trajectory since 2015 when you got into politics, you know, for real. Давай, переводи. Когда вы It started with protests against you, по-настоящему, massive protests, organized protests by the left, and then it организованные moved протесты to леваков, impeachment twice, прошли and now дважды через indictment. импичмент, I mean, the next stage теперь is еще и предъявление violence. обвинения. Are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't they? Какая следующая стадия? Они будут пытаться вас убить? They're savage animals. They Они are бешеные people звери. that are sick, really Там sick. больные люди. You have great people in the Democrat Party. You have great Есть people that are хорошие люди. Democrats. Most of the people in our country are Есть fantastic, and замечательные I'm люди в нашей representing стране. everybody. I'm not just Я буду Republicans or представлять всех. conservatives. I represent everybody. I'm the president of everybody. But I've seen what they do. I've seen the Я вижу, lengths что that они they go сделали. to. When they make up the Russia, when that's Когда они exposed, придумали and эту историю про they go Россию, down, and Barr should have gone after them, and other people should have gone after. And they did very late. У меня статья об этом вышла российском, так Fairly называемом. good. It could have been a lot tougher, I guess, but it was fairly good. But it explained how corrupt it was. I'll tell you who did a great job was Я вам the скажу, кто Inspector General Horowitz. He did a phenomenal report. You хорошую didn't have to работу go to him. сделал. He Сделал did it on инспектор Comey and on, Хорватс, который I guess, McCabe and some расследовал others. And it was параллельно a с... vicious, Что-то он делал it was одновременно basically a с true комиссией report, Маляр. how bad they are. But these people are sick people. These are Но эти people люди, that это больные люди. I think they hate our country. Я You думаю, wanna они know the ненавидят truth? нашу страну, если хотите When you знать see правду. open borders, when you see Когда вы these видите открытые policies that they границы, вы have, видите and эту so many политику, other которую они things, it's so проводят, да, sad to другие see. вещи. You know, we have a country that's very fragile Это right очень now. I've печально. never Страна seen. очень хрупкая I наша. will say, look, I ran in 16, which was 15, but I ran in 16, election Я in шел в 16, 16 году, and начал в there 15. was tremendous spirit. Дух In был 20, there was even more народа spirit. We got many millions. настоящий. We got Да, millions and тогда millions был more очень votes. большой You know, it надежд. wasn't even a У нас contest. были People said, well, миллионы what do you голосов. think of 20? I said, we did much better. We did. Меня We got a спросили в decent on the 2020 number of году, и votes. в We got 2020 many году было еще more лучше, votes in чем 20 than we было в did in 16. 16. But the election was rigged. It was a rigged election. Но это But, были and подтасованные with выборы. COVID, they used COVID to cheat in a lot of different Они things. использовали And we COVID, have чтобы so much жульничать во on it. It's многих like so easy. направлениях. Стало We так had легко judges делать. that didn't want to look. We had people didn't want to get involved. They called you, he's a conspiracy theorist if you say anything about the Что ты election. сказал, тебе тут же But говорили, что ты I have сторонник never теории seen заговоров. spirit like there is right now. Even coming down here, just the people on the road that are just absolutely going crazy. And the reason is, I Но think they like me. такого I know низкого they love my уровня policies. I морального hope they духа like me американцев too. You я know, a не lot of видел people say никогда. they don't Даже like те me, but люди, they like которые my выдали policy. I think they дороги, like me. случайные люди. But I have never seen spirit like it is right now. And the reason is because crooked Joe Biden is so bad. He's the worst president Это in the все history вина of Джо our Байдена, country. он худший президент в I истории don't think нашей he's going to страны. make it to the gate, but Я you не know, you думаю, что never он know. доберется до старта But he's a corrupt настоящей person, so президентской гонки. corrupt that I took the name off Hillary. You know, I don't do two Но people at мне one time. I пришлось took the отобрать у crooked Хиллари, Hillary, and I крокет made it. I Хиллари, retired гнутая the name. It Хиллари, was a good теперь day for her. гнутый Джо I теперь bet she was стал. very happy. And I used it for Joe because it's crooked Joe. But Joe is really. But you don't think he's going to make it to November of 2020? Well, I think he's worse mentally than he is physically. And physically, he's not exactly Физически он a triathlete не or any kind атлет, of an не athlete. троеборец. You look at him; he can't walk to the Вообще никакой helicopter. не He спортсмен. walks. He can't lift his feet out of the grass. Не You know, it's может only 2 оторвать inches at ноги the от White травы, House. вы Right? It's видите, not как a он lot. ходит. But you watch him, and it looks like he's walking on toothpicks. И он как будто And then you идет see him on на the beach where he зубочистках. can't lift a chair. You know, those chairs are Не meant to be может light, поднять right? стул. They're like Это 2 легкий. ounces. You lift them up. 2 унции He этот can't lift the весит. chair. He Килограмм can't весит этот стул. walk to the chair. And I don't know what they're doing with the beach. You know, this beach is Я не знаю, seeming to что они play a делают big на role. пляже. But
They love pictures of him on the beach. I think he looks terrible on the beach. Они любят его фотографии на пляже показывать. Well, he can't walk through the Ужасно sand. выглядит на пляже. Sand is not that easy to walk through, but when he walks through it, he Они can't так любят walk through the sand. показывать все на пляже. And there's somebody in there that thinks he looks fabulous at the beach. I think he Там looks кто-то horrible at есть, the кто beach. снимает их, думает, что он прекрасно выглядит. Ну, это он хорошо, он медийный человек, он проходит, это правильно You're делает. supposed to be getting us out of that Ты horrible понимаешь, что он вникает вот в war эти that we're very детали, much да? involved in with Да. Russia. Для обычного человека это все То, что важно. все Вот You could do видели. that very Да, easily. да. I believe you could do that very. I И don't это believe действительно you could. важно, как Показывает, где он физически. проводит время, этот Байден. Он проводит время. Как проводит время, в какой физической форме президент. Он вот так хорошо укалывает, то тут, то там, хорошо. Can you imagine you're in an apartment house and rockets are going into that building and В blowing квартире it up можете and knocking представить, it что down? ракеты попадают, по-моему, он говорит, уже в Украине. Why should anybody, human beings, is a human, whether they're Russian or Ukrainian or whatever they are, it's got to be stopped, and it can't be stopped very easily. Необходимо It would have never остановить это started. русский If или I were украинский, но president, необходимо it would это have never остановить, говоря о So разрушении back to Biden, I'm попадании в interested. жилые So you здания. think he's failing? He Что obviously происходит, is собственно говоря, в failing. Украине? It's clear to everybody. Русскими But ракетами. that would make Kamala Harris the candidate? well, not really. I mean, Не I guess станет they'd ли have кандидатом maybe Камала a free Харрис, for если all. A его lot of выберут? people say she has to remain for certain Некоторые reasons. говорят, The что она candidate, должна she has оставаться. to. I don't think that's true. Я Actually, не I думаю, don't что think это правда. other people would stand for it. Я думаю, что некоторые люди She этого не has some bad потерпят. moments. Her moments are almost as bad as his. I think his are У нее worse. примерно такие же эпизоды, как She и seems pretty у senile, too. президента. She speaks in rhyme. Она говорит в рифму. It's weird. Это It's странно. weird. But she has bad moments, and In rhyme? What do you... well, the way she talks, the bus will go here, and then the bus will go there, because that's what buses do. It's weird. The whole thing is, this is not a president of the United Что вы States имеете в виду future. в смысле рифмы? And I think they probably have some kind of a primary, and other people will get Будут involved. какие-то праймарисы, Newsom, right? какие-то I mean, люди. Could be. I mean, Может быть, и Ньюсом he's got придет. along well with him, believe it or not, but could be him, could be Мы somebody с ним else. были в неплохих He's got a отношениях, трудно в это поверить, конечно. A big load on his shoulders, because you look at California, what's happened. Смотришь на Калифорнию, что там I don't know if the происходит. American people really, the people that vote for him, I don't even know if they care. You know, you look at so Я many не of знаю, the люди, things которые that are голосуют за него, им вообще не going on, наплевать ли на and свой родной people штат? don't seem to be. In the old days, if you had a bad record, it Старое meant a время, lot. если Today, if you have a bad record, it doesn't really mean anything. у You know, he тебя looks good, he's a nice-looking guy, плохая как speaks бы well. история твоей Biden, политики, you у watch тебя him было talking, меньше it's like шансов. Сейчас всем he's на это walking on наплевать. eggs. You're waiting for him to collapse, Добавлю, кроме Трампа. and he almost always does. Трампу все ставит в And вину. I got to know the leaders of all of the countries, essentially, but the Я big смотрю на ones. лидеров всех стран. And the bigger, the tougher the leader. You know, it's like sort Yeah. of, I guess maybe that's the way it's supposed to be. But I got to know President Xi of China and Чем круче лидер, Kim тем, Jong-un, наверное, North так и Korea. Did a должно great быть. job with North Korea. Kept us out of a nuclear war. We would have Смотрю на 40,000 dead Китай, смотрю на soldiers right now. Корею. They'd drop a nuke right on top Северный. of the military base. But we have 40,000 soldiers over there. And I Хотели did бросить great. I got along бомбу with them great. It's a good. That's a прямо positive. You на know, the военную president, базу, где у нас he 40 said тысяч nice военных. things about Kim Jong-un. I also Мне said говорят, что я horrible things сказал at the хорошие beginning. вещи про Ким Чен Ына. Я и Horrible ужасные enough вещи that про he него wanted to тоже talk. говорю. And we talked and we met in Тем не менее, мы Singapore, встретились met actually twice, and we had два раза. unbelievable meetings. I know him very well. We were in И great это shape были with him. хорошие встречи. Я знаю его хорошо. What do you think he and Xi and Putin think of Biden? I think they can't believe it. Что они I think думают they себе о probably Байдене? say Они не this могут is some себе kind of поверить a вообще в этот system. You know, they had great respect for our country. They respected У me. They них had great было respect for большое our уважение country. к нашей стране, When и I оно was есть. there, every one Я of them. был Look, президентом. if you go to North Korea, you Если take a вы look at what happened. You know, отправитесь в the Северную Olympics was Корею, dead. South Korea spent billions on the Olympics. Nobody was going to go. They didn't want to get blown Южная up. They Корея called me and they said, потратил "We're миллиарды going на to let Олимпийские the игры. Olympics proceed." This is North Korea. I said, "You should go into the Olympics. Put your athletes in." It wasn't like, you know, they were big on athletes. Ну, я сказал им, отправьте своих спортсменов все. But they went in and Они they actually поехали, participated. и они And участвовали. within about 2 days, the entire thing was sold out. И все игры, And и if it все wasn't me, that would have было never happened. But I got along закончено. very well Все with him, билеты and были that's a проданы, не positive продавали thing. He билеты, does потому have что massive боялись, что nuclear Северная power, Корея number one. бросит бомбу And if прямо Hillary would have на gotten in, Южную во or время Олимпийских игр. if the Obama thought process continued, it would have been a nuclear war, absolutely, with North Korea. He was expecting to go Если into бы a продолжался war, and it would образ have been a мысли, который nuclear war. доминировал во времена Обамы, то точно была бы So do you think the rest of the world ядерная looks бомба. on at Biden and thinks someone else has got to be running the government? Well, somebody else has to be. Должен быть кто-то, I кто don't think
he's capable руководить of страной на doing самом anything. деле. Look,
when I debated him, I said, how come, and this was in front of, probably not a friend of yours, Chris Wallace, he was the moderator. Not a friend. I said, why is it he wants to be Mike, but he doesn't have the talent? It's one of those bitchy little man. He wanted to be his father, but he didn't have the talent of his father was great. His father, fussy man. His father interviewed me in 60 Minutes. It was actually a 10. Can you believe it? No, I totally like his father had talent, at least. I may have been the only guy that he gave a good 60 Minutes, so he was rough. Really? His father was, he was great, though. He was great at what he did. But Chris Wallace was so upset. He was guarding this guy who wouldn't do a show, by the way. You know, he wouldn't do. I figured I didn't mind Chris Wallace because Biden wouldn't do a show, and it was very obvious. You know, he kept asking him and asking, but he wouldn't do the show. So I figured he's got to like me. But he came from a different planet. But remember when I asked the question, why is it that the mayor of Moscow's wife is allowed to give you $3.5 million? Don't forget, that was brought up. Now it's brought up all the time, but that was brought up by me long before anyone ever heard of it. I said, the mayor of Moscow's wife giving me $3.5 million. What did you do to deserve $3.5 million? And Chris Wallace said, this has nothing to do with the debate. I mean, he got in the way of the question. No, it was crazy. And I said, well, wait a minute. He got $3.5 million from the mayor of Moscow's wife. Now people forget that, but you go back and take a look, you will see. And Chris Wallace didn't want me to ask that question. I said, I think it's a very appropriate question. It turned out to be much more appropriate than people thought. So do you have a preference in, assuming you're the Republican nominee and all goes as you plan it to go, do you have a preference in who you run against? In many ways, I'd love to run against him because his record's so bad. You know, it's still horrible when you look at inflation and everything else, but others also have very bad records. I mean, California's a bad record, so, you know, should it be Gavin or should it be somebody else? When I look at San Francisco, what's happened to that? Если Гевин Ньюсом, губернатор, решит президент идти, ему очень трудно будет, потому что Трамп все стрелы сосредоточены в Калифорнии. Она такими зашкварами отличается. Because they arrest people when you have crimes, and they don't go after political candidates because they think it's good, you know. I mean, мы видим, как говорится в нашей системе правоохранительной. Can I ask you, that gets back to my original question. So if the protest didn't work, you got elected anyway. Impeachment didn't work twice. Не работало. Не сработал импичмент дважды. Indictment is not working. Your poll numbers go up when they raided Mar-a-Lago in August of last year. Your numbers went up. Несмотря на все предъявленные They обвинения. can indict you 20 times and it's not going to. 20 раз могут предъявить вам обвинение. Это ничего не makes it look even more ridiculous. I mean, 4 indictments and maybe there'll be more. I don't know. These people are crazy. But they're counterproductive. So if you chart it out, it's an escalation. Is what I'm saying. So what's next after trying to put you in prison for the rest of your life? That's not working. So don't they have to kill you now? I think the people of our country don't give enough credit for how smart they are. And I'm not sure I would have said this 10 years ago. Я не сказал бы этого 10 лет тому назад, может быть. When somebody gets indicted, your poll numbers go down. When somebody gets indicted, you announce, ladies and gentlemen, I'll be leaving to spend time with my family and to fight for the rest of my life on this stuff. But you're out of politics. I got indicted 4 times. Сейчас 4 обвинения выдвинуты. Nonsense. Bullshit. It's all bullshit. It's horrible when you look and you look at what they're doing. The boxes hoax. I'm covered by the Presidential Records Act. I'm allowed to do exactly that. He's not covered. He's got 25 times the number of boxes. And he's got them stored in Chinatown. He's got them stored in a flimsy garage underneath his Corvette. Байден делал то же самое. And by the way, at Penn, he gets millions of dollars. China pays this guy millions of dollars. See, I think he's the most corrupt president we've ever had. And he also has the distinction of being the most incompetent. And I believe both. I mean, he's both incompetent and corrupt. So I actually believe he's compromised because China knows so much about him. They know where the money comes from. They know where it is, who paid it, and they probably paid it. Well, they do pay Penn, and he gets $1 million. I think he takes $999,000 because keeps it a little bit under $1 million, like by $1. But he, in many ways, is a Manchurian candidate. We have a Manchurian candidate, and he's afraid to tell Russia to get out of Cuba.
засланный кем-то кандидат, он боится сказать китайцам, чтобы они убрались из Украины, из Киева. Китайцы строят военное укрепление, военное сооружение. And you don't even hear about it. And the worst culprit is the press, the media, because normally, you know, when I first heard that China's building installations in Cuba, and installations means military installations. Okay, военные сооружения строят, they did that on the islands with Japan. They took the island, they started this massive construction, and they told everybody, including the Japanese have to be very careful. They told everybody, but this is a housing development. They're going to build a housing development. And I said, how come the runway is 20,000 feet long? You know, private jets need 4,000 feet. They don't need 20,000 feet. The big ones need 20,000 feet. They don't even need 20. And I looked at the runway. I said, that's the largest runway ever built, both in width and length, for housing development. There's nobody that has a plane that big that you would have a runway that's Why is China allowed to conduct imperialism in our hemisphere? Well, yeah, and it's far beyond Cuba. It's all over South America. Yeah, the Caribbean. So we built a thing called the Panama Canal. We lost 35,000 people to the mosquito. We lost 35,000 people building. We lost 35,000 people because of the mosquito. Vicious. They had to build under nets. It was one of the true great wonders of the world. As he said, one of the 9 wonders of the world. No, it was one of the 7. It happened a little while ago. Сколько у нас сейчас слушателей? You could make 9 wonders. Сейчас у нас 342 and just said, yeah, I think it's 9. But this is one of the true 7 wonders of the world. And you take a look at the Panama Canal. It was such an incredible engineering. Вы смотрите на Панамский канал. We sold it under Jimmy Carter. We sold it to Panama. При Джимми Картере мы его продали Панаме за $1. Following day, they quadrupled the amount of money the ships had to pay to get across. На следующий день они увеличили в 4 раза стоимость прохождения Панамского канала. По тем, что это было при нас. And it's one of the most profitable things any time. И это стало одним из самых прибыльных предприятий. China now controls it. They actually control the Panama Canal. They run it, they control it. And we shouldn't let that happen. And we can't let China be in Cuba. And they'll get out. If I'm president, they'll get out. Я вообще об этом даже не думал. О чем? О Панамском канале. Да, я тоже совершенно не мог. А это так. 1000 человек это было. And we can't let them run the Panama Canal. И мы не можем позволить им. Мы его построили. Panama. We should have had it. Его не надо было отдавать Панаме. For $1, think of it. They quadrupled in one day. They lifted the fees, which are за один день они подняли все пошлины за проход канала. Right? Rather than going around the Cape and all the tremendous storms, such beauty, such when you. Кстати, по этому поводу для прорытия канала была и создана страна Панама. Она как отпочковала с помощью американцев от Колумбии. Да. Он повторяет эту историю, втирает. Но история действительно стоит того, чтобы о ней подумать и о том, куда должна идти. Да, друзья, ставьте лайки. Слушайте, у нас смотрят в окончательном варианте только 30% ставят лайк. Никуда не годится. And you got away with that one because of COVID, so he sort of got away with it. They cheated on the election, but you have people that are very smart, but they're fascists and they're radical left lunatics, and they're destroying our country with the all-electric cars and the windmills all over the place, which, by the way, don't work, and they're all, most of them made in China. For the most part, they're made in China. Germany a little bit, but China. Хорошо, он прошелся по поводу ветряных мельниц. Сейчас страшный скандал у нас вот на Восточном берегу в связи с тем, что как это влияет на китов. You know, the Democrat convention, the last one, they had voter ID that was this big. It looked like a prison card. This big. Ильич напоминает, Панама была открыта как страна в 1904 The most incredible voter ID I've ever seen. That was to get into the Democrat National Convention. But to get into vote, if you buy groceries, if you buy practically anything now, you have ID on a card.
credit cards or otherwise. But don't you think it's racist to have to show your ID? Well, they probably say that. They use anything not to show ID because voter ID is pretty simple. And we could go back, and we should go back to all paper ballots. Это он ссылается тут со смехом на практику демократии, что если ты требуешь ID, ты расист, якобы. Что у черных нет ID. Бумажным бюллетенем. Я большой сторонник тоже. Isn't that the whole point of them? Yeah. Oh, yeah, sure. It's the whole point. That's their whole point. They want to cheat. Yeah. Вся затея с электронным голосованием, это чтобы они могли голосовать. Я хочу добавить точно так же и с электронными деньгами. Чтобы они могли их добавлять просто. Это очень легко делать. Or have to drive an electric car, which, you know, you have a 4-hour drive, but the car only goes an hour and a half, so you have to charge it. The happiest moment for somebody in an electric car is the first 10 minutes. In other words, you get it charged, and now for 10 minutes. The unhappiest part is the next hour because you're petrified that you're not going to be found another charger. People, I'm saying, if people, I'm not knocking electric cars, they're fine. But if people want to buy a gasoline car or a hybrid, hybrids are pretty good, actually. Люди хотят купить бензиновые, гибридные машины. They don't want to do any of this. So right now, California's in a big brownout. Сейчас в Калифорнии браунаут, то есть это нехватка, жесткая нехватка электричества, когда лампочка говорит не белым, не желтым, а коричневым цветом. Millions and millions of cars going off that grid, essentially. It doesn't work. So plug your car into a grid that's failing. You should be able to buy an electric car. You know, electric cars could be fine if you drive short distances and you want to have, you know, whatever, and you have plug-ins everywhere you go. They could be fine. But you got to have gasoline cars. You got to have everything. Let people buy everything. Now the new thing is your heating systems in the house. They don't want you to have a modern-day heating system. They want you to use a heating system that will cost you at least $10,000 to buy and won't work very well. You know, none of the stuff works as well. One of the things I did with EPA is То, что я сделал с агентством по охране природы, it comes out of heaven, right? The water pours down and you have it. It's there. It's got to go wherever it goes, into the oceans, whatever. Идет в океаны. It's not like a big problem. Now, in some states, they have a problem. У некоторых штатах есть такая проблема. And for that, it's okay. Есть пустыни и так далее. But they have sinks where no water comes out. You turn it on, no water comes out. No water comes out of the shower. Вода не льется из крана. No water is allowed to go into the washing machine for your Не dishes. позволяет, чтобы вода попадала в стиральную машину. Я это чувствовал в европейских странах, где там зеленая политика до предела доходит. Там еле вода течет из крана. Во Франции я это почувствовал. And you've seen this. You turn on the sink and it's very little. Or you want to wash your beautiful hair, right? Понятно, да. Я об этом говорил. It usually takes place in new hotels. Я не мог волосы помыть тоже, вот во Франции, в Страсбурге. Трамп не позволяет нагонять уныние, это я вам точно говорю. Он может быть грозным. Именно так нужно, да. А в Калифорнии там идет как раз зеленая политика, причем радикальная зеленая политика. Там какие-то... Там был вообще курьезный случай в прошлом году. Там прорвали эти биологические туалеты, там в Сан-Франциско это был, какой-то матч был там. Там все пахло этими нечистотами. Из-за этих экологически чистых туалетов. Они не справлялись, потому что там воды поток был маленький, там, понимаешь, все это было экологично. Но ты все равно, вода должна вылиться, которая тебе необходима для того, чтобы твои дела. Это так или иначе, долго или быстро. And he was explaining it's just a terrible situation. I said, let me ask you, how's the quality? He says, we're better, but they are good enough quality. But, you know, of course he's going to say that, but, you know, they are better. He said, but they don't allow us. They're dumping these machines. They're cutting us in half. They're killing us. And on top of it, the government won't let us use water in our machines. I mean, he shows me like a quarter of a bottle of water. That's supposed to be washing clothing. And I freed it all up, and I put tariffs on these countries that were selling and the machines coming into the country. And that company went from a big, all the washing machine companies, they make washing machines, they make dryers, they make all of the different machines that do this kind of work, including dishwashers.
Если говорить о том, что новые требования к стиральным машинам, замочным количеству воды, которое они могут потреблять на день. No one at EPA was elected by anybody. Why do they have the power to decide how much water your washing machine uses? Shouldn't Congress Почему and a агентство по democracy охране get to vote on природы that? должно решать, сколько должна использовать стиральные машины? So how do you? That's my question. How do you, if you get elected again, go back to Washington? How do you keep the agencies under control? How do you keep FBI and CIA? Хороший вопрос. Я это сделал так, как я уволил Трампа. Вопрос очень нужный. Потому что часто бывает, приходит республиканский президент, а бюрократия вся остается, она левая, и она просто игнорирует решения, принятые правительством. Что с того, что там возглавляет республиканец, там тот же Госдеп или Министерство юстиции? Да, сейчас легко рассуждать, конечно, и Трампа в том числе, о том, как он будет увольнять. Да. А ведь при нем саботаж был его решение. Вот, например, сначала Трамп говорит, мы поддержим вот это иск этих азиатских американцев против Гарварда, и он приказал Министерству юстиции иск подготовить. А Министерство юстиции отказалось, чиновники отказались, они начали саботировать. И в результате пришлось частным фирмам вот этот иск против Гарварда, против позитивной дискриминации, я имею в виду, частным организациям, вот который победил Supreme Court, Верховный суд принял решение против позитивной дискриминации. Сначала должно было заниматься Министерство юстиции, а оно игнорировало решение Трампа заняться этим. Ты понимаешь, вот тебе пример. Как when you were president, are you confident that you knew everything, say, CIA was doing? Знали ли вы, что делал CIA? Знали вы это, когда были президентом? Нет, я об этом не знал. Я думал, что у меня хорошие отношения с этими людьми. Ну, когда кончился мой срок, вас удивило. Я удивился. Удивлен был некоторым людьми. Использованием ЦРУ мы убили очень много, покончили с очень многими врагами нашей страны. Сулеймани, аль-Багдади. Они организационно были больше, чем Осама бен Ладен. И вот они занимались перестройкой ISIS. И мы убрали Сулеймани. Мы хорошую работу делали. Но потом 51 человек из разведки сказали, что лэптоп Хантера Байдена – это работа российская. Да, это ужасно. Они использовали вот этот как бы российский след для того, чтобы не говорить о коррупции Байдена. Ты представляешь? Ну, зачеркнули свою репутацию просто. Always been nice to Pence. I've never heard you criticize Pence. You've defended him in public many, many times. He's out there attacking you. Пенс вас атакует, вы его никогда не критиковали. Майк хочет быть президентом. In my opinion, Mike Pence had the absolute right to send the votes back to the legislature. По моему мнению, он имел абсолютное право послать голоса обратно в законодательное собрание. Если он находит подготовки в Пенсильвании, в Джорджии, в любом штате, в Аризоне, он должен их послать Митч МакКоннеллу. That's right, sir. Well, if he finds fraud, he has to. Yes, sir. I said, so he's just. Если он находит conveyor belt. Он conveyor. I don't agree with that. And we had some lawyers, not all. We had some lawyers that said, no, you do have the right to send them back to the legislature. У вас есть право отправить это обратно в Конгресс. By the way, now agree with me. Wisconsin has been virtually, other than the fact they're not allowed to do anything statutorily, but Wisconsin has been. I mean, what they found is incredible. I mean, we won Wisconsin. But Mike Pence had the right, in my opinion, do you ever talk to him now? No, I haven't spoken to him in a long time. I was very disappointed in him. I didn't want to do what Thomas Jefferson did. Thomas Jefferson. Я хочу сделать то, что Томас Джефферсон. It was Georgia. Это была Джорджия. And it was hear ye, the great state of Georgia is not capable or allowed to tabulate their votes. And Thomas Jefferson, who was the vice president, он был вице-президентом тогда, Джефферсон. said, is Georgia
sure that they cannot tabulate the votes. Georgia is sure. He didn't Уверены, send что them они не back могут and have them redo it. He подсчитать said, голоса, we он не will послал keep их обратно. the Мы votes оставим of the голоса. great state of Georgia for Thomas Jefferson and his president. Оставим I голоса didn't ask him за for Томаса that. Джефферсона. Could have done that too, but I didn't. I thought that Я would мог бы be это сделать. turmoil. I asked him to send them back to his Я legislature, попросил послать это их to the обратно в законодательное legislatures, in собрание. Wisconsin, let's say. But why didn't he? I mean, you'd worked together for 4 years. You're the president. He's VP. You say you're aligned on everything. I think he got very bad Согласен, он advice. I вице-президент. really do. Now, let me tell you what happened. Что произошло? I sat there with a few people. Я сидел с I несколькими think his людьми. lawyer was in the room too. His Его lawyer адвокат был was там. very much against it. There were other lawyers that felt you could do it. It was Одни были one за, of those другие things были that you против. probably, I think you could have done it. I think you can always do something if you see fraud or if you see Я думаю, problems. всегда можно что-то But сделать, it's если very есть interesting. нарушение. So after the election was over, После выборов the rhinos got together with the Democrats and they redid the республиканцы, election, so только you по couldn't do it названию, anymore. So они then I собрали. called the people. I said, so in other words, you're saying I was right. You could do it. Yes, you could do it. То есть вы In other хотите words, сказать, я they понял, took что они the могли это Voting Act сделать, но это выяснилось только and they после выборов. redid it. So the vice president no longer has the power to do what I said he could do. И они So when that пересмотрели правила happened, I таким said, образом, wow. что So, вице-президент не может and you этого know, больше you'd сделать. look То some есть of мы these были правы, Democrats и in он the до eye этого and say, имел he право has такие вопросы. absolutely no right to do it. And Или immediately такой after the закон. election, they met rhinos, could name them all, and Democrats, and they approved legislation that Республиканцы и takes away демократы the right of the vice president и to do it. отобрали So это I право, said, которое было so you're у saying I was right. вице-президента. The То vice есть я был president прав. did have the right to do it, and they То said, есть у yes, Пенса he было did. это право, So у if you're вице-президента. saying they stole it from you last Хорошо, time, да, why вот wouldn't это they do очень the same this верно. Вы time? говорите, что они Верно, верно. Об украли этом его. мало кто знает. And Вот. not only me. Да. You know, look, DeSantis is out. I think he's gone. So he was at a level. People have figured him out. He's gone. But if somebody else got in, other Десантис than me, уже на пути they'll на go at him выходу. just as viciously as they did me. These people are sick. They will go Они after будут их them. And a lot атаковать, of people say эти they won't больные be люди, able to так же, hold как они up. атаковали меня. I do get credit for holding up quite well, I must tell you. Я I think довольно it's, неплохо How держал do you удар. do that? How do you get Как у вас indicted, you получается? know, every Как week and I stay know. cheerful? каждое воскресенье вас, I каждый think день вас. it's a lot easier because I'm so high in the polls because it means the people get it. Это The я people see it's a так высоко fraud. в этих The people see опросах. it. Люди Like видят this все. Люди видят этот horrible district аферизм. attorney from just a little while ago, from essentially Atlanta, that's Fulton County. She said basically, I don't have any right to challenge an election. Well, what Он about сказал, что я не имею, не в Stacey Атланте, Abrams? сказал, What что about я Hillary не Clinton? имею What никакого about all права of these подвергнуть Democrats that are still сомнению выборов. challenging my election? The same people that are saying he's Все эти challenging люди, an election, challenge my которые election. говорили о том, And что they did it я with не выиграл slates. They законно. did it with all sorts of things. They were very bad about it. But basically, they're suing me and they're saying you don't have any right to challenge. And if you challenge an election, we're going Нет to никакого права indict you and подвергать put you in сомнению jail. результаты So выборов. what Мы тебя бросим в they're тюрьму, doing если ты is это будешь делать. they've weaponized, and don't kid yourself, the DOJ and Biden and the whole group. Министерство юстиции, They're Байден watching и вся all его of this stuff. компания, They love the они local видят stuff. You все know, the это, DA они in Manhattan. любят вникать в Not only местные that, дела, и в they Манхэттене. put one of the DOJ top people into the Manhattan DA's office. Лучших людей они To run сажают things. в They don't even have a case офисы against me. It's not even a в case. Everyone Манхэттене, says, например, even the в Democrats офис say, прокурора. you can't bring these cases. You have no case. У вас The нет дела, Attorney им говорят, General вы or не the можете его District Attorney, активировать Fannie Willis, специальное дело на in уровне штата. Atlanta. She's getting killed. Basically, she's saying Trump doesn't have the right to criticize an election. But Fannie you've Willis been говорит, что я around не имею long права enough now. You've критиковать seen выборы. many elections criticized. увидели А много Хиллари выборов. это делала в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м году. Да, Она что была было во первой, Флориде которая в его 2000 назвала году. нелегитимным президентом. Хиллари. Да. На протяжении 4 лет этим занимался. И все демократы его называли нелегитимным президентом с 16 по 20 год. И они же ему не разрешали критиковать Байдена. Представляешь, это такой цинизм. Обалдеть. Смотри нашу эту ленту комментариев. Я смотрю, да, тут говорят, что нас приветствует Леонид Золотарев у нас. Добрый вечер, Юра, Андрей. Взаимно, да. Роза Фитерман, дай бог Трампу силу, пользу, здоровья. На предмет существенных заметок в комментариях.
from 50 to 100,000 people, many of them, I did 7 a day for a couple Нас of days. приветствует из Киева, супер, приветствуем всех I didn't в hold back. I Киеве. didn't say, let's make a little, let's do abbreviations, right? But they challenged the stuff. Hillary called me up and conceded. Now the word is that Obama said you have to do that. But she called up and totally conceded. But now, every time you see her on television, she's saying, well, she's challenging. Она подвергает сомнению результаты. Да, вот об этом я сказал. Хотя она ему позвонила и сказала, Stacey Abrams in Georgia should be indicted because she still Stacey thinks she won the Abrams election. должна быть тоже She под still судом. thinks that. She's never recanted. Она никогда не Совершенно признала. верно. Стейси Эбрамс — это женщина черная, которая проиграла выборы в Джорджии. И она не признает до сих пор результаты этих выборов. И он логический вопрос задает. А почему против нее судебное дело не организует? Ведь она тоже не признает, так по большому счету. Потому что она не Трамп. Was fantastic. And actually the Senate was very good for me. Other than, Mitch McConnell, I think if he had, Кроме too bad Митч I Макконнелла, endorsed him. Сенате ко мне He was тоже going to lose хорошо that race, and I относились. endorsed him, and he ended up winning the race because of my endorsement. He was down. He was going to lose to Amy McGrath. She was $90 million in cash, all set to go. She was leading by 3. He was going down. I did him a favor, and then 3-4 months later, he really wanted to impeach me. He's a bad guy. But if you look at Нам напоминает, нам Элла Ильяевич напоминает, сейчас интервью Трампа слушают 73 миллиона человек, а на Fox News только 3 миллиона человек. С ума сойти, с ума сойти. Спасибо. Я не имел возможности. Ну вот тебе и статистика. Я опять говорю, 62% республиканцев. Да. Расскажите нам, как не любят Дональда Трампа. Еще раз, пожалуйста. Тут у нас есть некий Алекс Иванко, который говорит, что если Трамп будет, его не выберут, он будет кандидатом. 73 миллиона смотрят сейчас. Ну он тут имеет в виду, понимаешь, что демократы перехитрят. Понимаешь, что он тут говорит о том, что демократы, что-то у них какой-то туз в рукаве, или 2 туза в рукаве, понимаешь? Он говорит, что у демократов заготовлено там разные Он говорит о том, что масса людей не пойдет голосовать за Трампа. Нет, это не так. Даже те республиканцы, которые сейчас Десантиса поддерживают, они все равно пойдут за Трампа голосовать. Так же, как левые, которые ненавидели Байдена, они шли за этого динозавра голосовать. Почему? Потому что против Трампа. Так и у нас с нашей стороны тоже будет. Трамп сделал гениальный ход, конечно, тем, что он не стоял на сцене и, так сказать, не разговаривал. Конечно, да. То, что называют своим outdoor voice в Америке. Да? Однозначно. Я об этом не подумал. А ведь он еще, Юра, 3 месяца назад он говорит, что я, скорее всего, не пойду на дебаты. То есть это не какое-то решение спонтанное было. Оно уже было давно сделано. Понимаешь? Я читал новость, вот 3 месяца назад он сказал, я, дорогие друзья, скорее всего, не пойду на дебаты. Знаешь, я вот не Трампферштер, сказали бы немцы, да, есть такое слово. Трампферштер. Нам из Франции пишет, слушайте, Смити Кастл. Привет из Франции. Вчера вечером элитка говорит только о Пригожине и его смерти. О Трампе ничего. Ну вот так вот. Я, кстати, специально во Франции, в других странах просматривал книжные магазины, газетные киоски, там их интернет. И удивился, американские новости настолько предвзято, настолько, левачески подаются там, что невозможно представить реальную картину о том, что происходит в Америке. И я в Эстонии с этим тоже столкнулся. Ты понимаешь, у меня будет передача специально, я по книжным магазинам прошелся, и там засели вот этой вот макулатуры пропагандистской, там какой-то принц, я не знаю, Джонс, Чарльз, какой-то идиот, принц, книжку. Слушай, я в Омане видел воспоминания Обамы и Мишель Обамы. Да я в Эстонии видел в книжном магазине. Вот принц Хэри, я забыл, как зовут этого идиота.
Потом Мишель Обама на 3 столах в эстонском книжном магазине ее рекламирует. Обамовские мемуары до сих пор. Как будто ни о чем мы уже не говорим. Они там, мы уже прошли это, мы уже дальше идем. А они нам все это, Обама, Мишель. Там. Это вот засилие вот этого рынка. То есть то, что идет из Америки, преподается вот этими внешними органами или корпорациями, которые туда книги доставляют, фильмы какие-то. С определенным прицелом. Преподать новости из Америки под определенным углом. Ты понимаешь, какая штука? Это не случайно. Майя Пешанская из Нью-Джерси, в свои 93 года. Не сплю, вас слушаю и молюсь за Здорово, здорово. Приветствуем Майя Пешанская, приветствуем вас. Чуть-чуть звука добавим, да послушаем, что говорит. Да, давай, переводи. Плохая комбинация, плохое сочетание, уровень ненависти, который есть сейчас. Все? Ну, хорошо, Юра. Да, досмотрели, смотри, мы какие молодцы. Да, мы с этим справились. А давайте посмотрим, что делается. Подглядим, я не знаю, там закончилось уже это разбирательство. Посмотрим на факс. Ну, только давай, может быть, минут 5-10, хорошо? Да, здесь продолжается. Здесь я просто посмотрел. Ну, смотри, Андрей, ты, если тебе нужно идти, мы тебя можем отпустить. Да, мне сейчас нужно ты понимаешь, идти. Как это скажется на твоей репутации? Нет, я просто почему там? Я хочу уйти, потому что сейчас, кстати, приезжает завтра одна из моих слушательниц моего канала со своим сыном. Они проездом едут через Мемфис, она со своим сыном, который в университет едет поступать, и они меня попросили им разработать культурную программу какую-то, понимаешь? То есть вы будете виртуализовываться, это сейчас сезон такой, у нас тоже. Да, я буду завтра показывать музеи Мемфиса, какие-то достопримечательности, все. И одновременно мне еще нужно закончить статью, я тут пишу для одного шведского этого мозгового центра статью, и мне ее надо закончить сегодня. Поэтому, дорогие друзья... Дорогой, спасибо тебе, что ты нашел время и пришел к нам. Хорошо, отлично. Ну что, мы придем на Магус Вест, дорогие друзья. Магус Вест. Не забывайте канал Магус Вест, подписывайтесь, ставьте лайки, и я не буду вас забывать. До среды тогда, да, Юра? Замечательный фильм про Молдову, пожалуйста. Всех приглашаю посмотреть. Мы еще с Андреем его не обсуждали, но есть уже, так сказать, мнение и есть о чем поговорить. Отлично. Андрей, спасибо. Спасибо тебе. Всего. Пока-пока, дорогие друзья. Всех люблю, всех обнимаю. Всего. Но мы пока остаемся, досмотрим, что тут происходит, потому что интересно, чем кончится. Итак, сейчас я включу звук. Десантис говорит о своей службе. Когда мы все собираемся, я применю свои знания, которые у меня были получены во время службы в армии. Единственный фокус будет на вашем будущем и на том, чтобы обратить падение нашей страны. Верите ли вы верите в вспышку интереса к контактам с неземными цивилизациями? Люди, что что-то такое происходит, и люди об этом не знают. Будете ли вы честными с американским народом по поводу возможных контактов? I think it's horrible that just because I'm from New Jersey, you asked me about unidentified flying objects and Martians. Вы, женщина из Нью-Джерси, спрашиваете меня, потому что я из Нью-Джерси, неопознанных летающих объектов. Мне кажется, она ведьма. Надо быть честным с американскими людьми во всем. Это работа президента. Мы, это правда. Должны быть примером для наших детей, для наших внуков. Если это неопознанные летающие объекты или проблемы с образованием, я все это начал в 2010 году, я начал воевать после этого учителей, и моя популярность
росла, они считают, что они важнее, чем дети, которых они учат. Well, coming up, we've got closing arguments plus right after the debate. Hannity is live from the spin room right here in the Fiserv Forum. Сейчас перед нами Hannity. From all the candidates as soon as they step off the stage. We'll be back after this. Еще вернутся они. Смотрите, дебаты еще не заканчиваются. Ну что тут скажешь? Что тут скажешь, дорогие друзья? Я... Сейчас будет реклама. Я хочу посмотреть, что у нас в комментариях. Друзья, я очень рад, что вы держитесь и что вас так много. Обязательно хочу... Я на вас подписалась, очень хорошо, спасибо. Белоснежка подписалась на нас. Еще приведите, пожалуйста, Белоснежка 7 гномов, и мы будем с вами в расчете. Поставьте лайки, дорогие друзья. Всем привет, хорошего настроения. Белоснежка просто жжет. Здорово, что вы к нам присоединились. Где специально делают из Трампа мученика, чтобы его номинировали, а потом либо его посадят, либо он опять и проиграет, в кавычках, пишет Алекс Иванго. Вы не сделали никаких выводов из их хитрых и коварных многоходовочек 6 января. Ну, оставайтесь в том состоянии, дорогой Алекс Иванго, в котором вы находитесь сейчас, и следите за тем, как это все делается в Америке. Америка находится, вот знаете, находит много общего сейчас между положением Дональда Трампа и положением Джо Байдена. Если они не выиграют, каждый из них пойдет в тюрьму. Вот говорят, Трамп, да, если он проиграет вот этой гигантской машине, этому дипстейту, этому глубинному государству, этому болоту, его посадят в тюрьму. Если Джо Байден не выиграет, не станет президентом, то Трамп упечет его, и упечет его семью, и упечет весь этот, ну, по крайней мере, процентов 15-20, наверное, дипстейта. Нужно будет уволить, расчистить территорию, может быть, даже закрыть такие организации, как Министерство образования, наше Department of Education, может быть, закрыть АРС, может быть, закрыть Environmental Protection Agency, его реформировать. То есть введи простой налог, flat tax, и все пускай платят свои, ну, хорошо, 15%, 20% своего заработка, но все. И никого не надо будет инспектировать, и никого не надо будет ревизировать, да. Ну, как бы это примитивный взгляд на эти вещи, но есть такие теории, что низкие налоги способствуют большему количеству денег в казне, и, конечно, надо разобраться с тем, как эти деньги тратятся, потому что государственный долг не растет не за наш с вами счет, не потому что у нас долги по кредитным карточкам. Это мизер по сравнению с тем, какие деньги тратит наше государство. И должен вам сказать, что как результат моих размышлений здесь с вами публично и наедине с самим собой, и в кругу семьи, я думаю, что самый главный приз тех мерзавцев, которые навлекли на нас все это безобразие, происходящее в мире, это к вопросу о заговоре, да, нашей теории конспирации, теории заговора и практики заговоров. Это деньги налогоплательщиков тех стран, в которых действительно что-то производится, что-то ценное, чего остальные страны хотят. Люди хотят продукты британские, люди хотят продукты немецкие, люди хотят продукты французские, люди хотят продукты испанские. Есть у Бразилии чем похвастаться. Честно говоря, если копнуть, то у каждой страны есть чем похвалиться. Но налогоплательщики в наших странах стригутся гораздо активнее, чем они повышают свой доступ к тому, что должно им государство как бы обещает давать. В случае Америки это закон и порядок сегодня. В случае Америки это образование. Государство это узурпировало, государство это монополизировало. Наш упадок и в культуре, и в новостях наших, и в том, как мы обращаемся с информацией. И, честно говоря, морды, которые доминируют на телевидении, нам тоже не очень нравятся. Поэтому мы выбираем другие способы общения друг с другом. Но мы скоро вернемся к этому общению кандидатов. У меня ощущение, что мы немножко должны, потому что все-таки то, что они делают, это, как бы мы к ним ни относились, это серьезное напряжение и на их собственное
их собственную жизнь и на жизнь их близких, и это, в общем, поступок серьезный. Даже для самого непривлекательного кандидата, который, может, и в жизни ничего другого не делал и не может делать, все равно это, кроме Джо Байдена, это серьезная нагрузка. Джо Байден, почему я к нему предвзят? Потому что человек природный лгун. Если бы он был просто дураком, было бы легче нам всем. Он просто природный лгун, а здесь к нам вернулись дебаты. Сейчас я дам звук. City on a hill, a beacon of hope and optimism. So in your closing statement tonight, please tell American voters why you are the person who can inspire this nation to a better day. These are 45 seconds, and we begin with 45 секунд, чтобы сказать, что вы дадите американскому народу, если I вас understand выберут. why America's hurting. Biden's inflation is choking us. Нас душит байденская инфляция. Я My вырос в dad died маленьком when I was городе. freshman in high school. My mom, widow of 3, went back to work. Every job I had growing up. Каждая работа, которая у меня была, когда я вырос, Shower at the end of the day, not at the beginning of the day. я принимал душ вначале. У меня было время только принять после работы душ, не в начале. Энергетическая политика Байдена разрушает нашу экономику. Фентанил льется в нашу страну. Что я сделал как президент? Я укреплю границу, я заставлю экономику работать и другие вещи. Но когда я верхом на лошади в Северной Дакоте, и я вижу, что наше будущее как горизонт не ограничено, нам надо убрать эти ограничения, сфокусироваться на новаторстве. Я улучшу жизнь каждого американца. И лучшее в американцах будет раскрыто. Наша страна в беде, наш народ в беде, из-за того, что провальные у нас лидеры. The solution is not 4 more years of Donald Trump. The solution is new leadership that И can bring ни новый Байден, ни 4 года Трампа этих проблем не решат. A president's number one responsibility is Первый to bring out долг the президента best of our people. это лучшее, раскрыть лучшее в наших людях. Это у них один спичрайтер был с Боргомом. Раскрыть лучшее в наших людях. Это то, что сделал Рональд Рейган. Сделал то, что сделал Дональд Трамп, добавлять себя. Ответственность за нашей экономики. Укрепить нашу границу, верховенство закона. Присоединяйтесь к движению ACE 2024. Спасибо. Я был разочарованным молодым человеком, погруженным в нищету. Стою перед вами. Могу сказать, что мечта американская жива. У меня мать моя работала 16 часов в день. Если у вас есть здоровье в Америке, вы работаете. Если вы нарушаете закон, вы идете в тюрьму. Если Бог сделал вас человеком, вы занимаетесь спортом, состязаетесь с мужчиной другим. Голосуйте за Тима Скалта. Спасибо, вы смешно. Все на этой сцене хотят быть президентом. Я единственный человек, который победил избранника демократов. И он меня потратил в 3 раза больше денег, чем я на эту победу, в синем глубоко демократском штате. Это не просто консервативный губернатор в демократическом штате, который стремится к результатам, который интересует правда, ответственность
Those are the very things that I did in my 8 years as governor of New и Jersey. противостоял Exactly what I'll do as против president of the United государственных States. Believe me, лишних the затрат. Democrats want some other nominee who's never beaten the Democratic incumbent. I'm the one who can win this race, and if you give me Я the тот, chance, кто может I выиграть will restore our это country by состязание, winning it. и я смогу восстановить страну. Получил аплодисменты, Кристи. Все-то там такое было, пока нас не было. I dropped my husband, Michael, a combat veteran from Afghanistan, off at 4 a.m. for another year-long deployment. Несколько лет назад я отправил своего мужа в 4 часа утра в Афганистан, офицера. Я видел, как 10 солдата взяли свои мешки и отправились защищать американские интересы. Если они нас сохранят там, где они находятся, мы должны готовы быть, чтобы сражаться за Америку здесь, в нашей стране. Я укреплю нашу экономику, я очищу наши классные комнаты, школьные классы, мы укрепим границы, примат закона и порядка. Подпишитесь на nikkihaley.com. Президент Пенс. Спасибо. Большая честь быть здесь. Катастрофа ухода из Афганистана. Америка ослабела внутри и снаружи не нашей страны. Война с энергией, безобразные траты, правительственная инфляция, проницаемые южные границы. Нам нужны другие лидеры. Доказанный лидер перед вами, лидер республиканской партии, консервативным складом, консервативным направлением, знакомый с национальными уровнем работы на уровне всей страны. У меня есть вера в американский народ и наш трудолюбивый, идеалистический народ, и у нас есть вера, что Бог нас не бросил, и мы обновим свою веру в Бога. И лучшие времена еще впереди для нашей страны. Я родился в 65 году, в 85 году. И я вырос в поколении, которое привыкло к большому разнообразию. И мы все одинаковые в том, что мы американцы, и нас связывают одни и те же идеалы. Общий набор. То, что запустило нашу страну в 1976 году. Есть два пола, Бог есть, его программа. Расизм есть расизм. Наша граница — это не граница сегодня. Родители определяют образование своих детей. Семья — это самая лучшая форма управления обществом. Есть 3 ветви власти, не 4. И американская конституция — сильнейший гарант свободы в нашей стране. Это то, что выиграло американскую революцию, и то, что выиграет нашу революцию в 2024 году. Десантис. Это время нашего выбора. Мы пошлем Джо Байдена в его подвал, и мы приостановим движение к упадку в нашей стране. Я начинал с низкооплачиваемых работ, добился американской мечты, исполнения американской мечты, и также должны это сделать миллионы американцев. Мы это сделали. Я служил в Ираке. Я также отец, и я муж. Я сделал обещание, и я выполнил свои обещания. В 2024 году у нас не должно быть неудачи. Я способен выполнить эту работу. Я могу это сделать.
Всем спасибо, спасибо, Милоки. Друзья, спасибо вам, что вы нашли время к нам присоединиться здесь. Мы присоединились к вам. Но не судите очень строго. Довольно непросто оказалось ухватить все эти, так сказать, входящие информационные потоки. Рад, опять же, всех видеть, дорогие друзья. Поставьте свою оценку, поставьте свой лайк, поставьте свою подписку. Хочется, чтобы все это соответствовало. И, конечно, да, действительно, трудно без компании такие вещи смотреть в одиночестве, чтобы не бросать вещи в телевизионный экран. Я надеюсь, что нам удалось несколько скрасить вам вот эту вот нашу политическую борьбу. И если что не так, не судите строго. Всего вам доброго, друзья, и до встречи завтра. Завтра, как я сказал, у нас может быть обсуждение. Я надеюсь, что оно будет в час дня с Ильей Левковым. Мы подробно разберем. Опять же, будет перевод с английского в нашем с ним общем исполнении. Разговор о Такера Карлсона и полковника Дагласа Макгрегора, большого врага Украины и большого друга Путина. И также товарища Такера Карлсона. Они друг друга часто видят. Ну, всего вам доброго, до свидания и будем ждать завтрашнего дня.